Всем привет! Это Гагарин Шоу! 57-й выпуск! Все, готовы, да? Уже лампочки все. А какой выпуск мы снимаем? 46, если не ошибаюсь. Ого, могли 50-й со мной сделать. Ну вот я тоже думаю. У нас гостю 57 Это лет. вообще-то У нас гостю 57 лет годовщина. уже. Дайте ему Золотая посмотреть на ютубе годовщина. выпуск. Давайте 50... У нас есть месяц! Давайте 57-й снимем. Давай 57-й. Кстати, 57-й, да. Потому что мой возраст. Всем привет! Это Гагарин Шоу! 57-й выпуск! И как мы предупреждали в прошлый раз, наши бюджеты не имеют начала и конца. Именно поэтому с нами сегодня, во-первых, прекраснейшие декорации. Вот тут надо На аплодисменты, особенно секундочку. телевизору. И сейчас вы, дорогие зрители, поймете, почему мы так красиво сегодня украсили нашу студию. Значит, у нас есть две новости, и обе хорошие. Первая новость. У нас новый постоянный ведущий. И это прекраснейший, ухоженнейший Глеб Ушаков! Вокруг него построили эту студию. И, конечно же, мой старинный забулдыга, друг, несимпатичный мальчик с некоторого рода наклонностями. Ваненька! Здрасте, всем привет, Но самое главное, это не это, а следующая новость. С нами сегодня Вадим Перельман. Это актер, сценарист и режиссер. Единственный, на секундочку, единственный из Украины, кто полностью оседлал Голливуд, кто сотрудничал с невероятнейшими людьми, но об этом дальше в выпуске, который снимал фильмы, об этом дальше в выпуске. Еще до хрена всего дальше в выпуске. Поехали! Криптуй отсюда. Криптуй сюда, криптуй отсюда. Криптуй сюда, криптуй отсюда. И смотри, Гагарин Шоу. Так, в общем, Вадим, у нас есть, оказывается, традиция, которую я перенял от Даши. Ух ты. Астафьевой. Мы тебе вручаем пустую коробочку. Спасибо тебе огромное. И вручаем тебе Подставка. твою размазанную, красивую, лучезарную физиономию на этой кружке фирменной. Теперь мы все вот такие, посмотри. Да, Вадим, лицо? это Вот. ты размазанный. Ты в расфокусе. Вот так твоя фотка на Это американском когда паспорте. Когда дороги пошли не туда. Дала мама на Так дорогу. тебя видит бармен. Кстати, обрати внимание, что у нас студия украшена еще и велосипедами. Да. Мы же готовились к эфиру. Вот Твой это меня любимый очень фильм удивило. Спасибо, ребята. «Похитители велосипедов». Это Вадим, очень такой приятно, формат. да, очень приятно. Такой формат. Мы не имели Хорош? права не подготовиться к твоему приезду, потому что с огромным уважением относимся к тому, что ты делаешь, к тому, что ты сделал, к тому, как ты прославляешь вообще, в принципе, нашу страну. Поэтому Спасибо. у нас не было шансов, как говорится. Спасибо. И к тому, что ты сделаешь. Вот Володя, когда приходил, мы вообще здесь ни хрена не делали. Потому что обо мне рассказать нечего. Знаешь, они говорят, а как подготовиться к программе? Я говорю, ну я в детстве ходил на ракетомодельный кружок и на ящик баян. И они такие, серьезно, такое ощущение, что тебя мама готовила быть девственником. Знаешь? Ну, то есть ты никогда не подцепишь на баре с девушку, типа я мастер спорта по ракетомоделизму. Давно из твоего Байконура не летала, знаешь? Ну, странно. Очень странно. Чем ты занимаешься? Это ракетомоделизмом. Другое дело, Вадим на баре может знакомиться. Ты Да, представляешь кстати. себе эту движуху? Прикинь, я, говорит, в фильме снимал таких-то и таких-то. Я вообще отказывал таким-то и таким-то. Первый фильм, между прочим, номинации 2 на Оскар, да? 3? Не, ну ты согласен, что в баре будет Прикинь. звучать как дешевый подкат, если, допустим, да, там с Не девушкой верят. начнет общаться? Да. Не верят? Я Не верят. режиссер, Ты прям гуглишь? я режиссер и сценарист и продюсер из Голливуда. Я предлагаю Привет. сегодня проверить. Вадим. И вот тут я получаю по морде. Да, все. Не, если бы это было, привет, малышка, меня Не. зовут Ашот, я Не-не, ну владею своей был... кинокомпанией. Не, говорит, пи***ли, ну так. Не, ну было, типа, я киевский сценарист, как бы, ну, знаешь, обычно, типа. и А уже- я голливудская актриса. Да. Привет, Борисполь. У Вадима Вадиму. по-любому есть на экстренной кнопке вызов в Википедии, знаешь. Он такой, знаешь, небрежно так бросает телефон на барную стойку, и там просто чисто случайно открыта страница из Случайно, Википедии. да. Не, Анджелина Джоли. Он просто даже не поворачивается на нее, просто, знаешь, там- Нет, не страница, на заставке. На заставке страница Википедии. Там просто
Дом из песка и тумана. Количество номинаций, год, бюджет. Он просто, ну вот, смотри, малышка. Хоп. А все люди, которые звонят в течение дня, подписаны Том Хэнкс. Блин, слушай, я кума подпишу, говорю, так, кум, смотри, ты, Они короче, у будешь меня в звонить. контактах так написано. Том Хэнкс, Анджелина Джоли. Причем это сантехники. там. Так, ну давайте не спойлерить, мы сейчас поговорим про телефонную книгу. Мы хотим узнать, знаешь ли что-то ты о криптовалюте? Я хотел вам сказать, когда я узнал, что буду здесь гостем, я хотел сказать, что я ничего не знаю. Это был Вадим Перельман. Спасибо огромное! Супер! Хорошая была передача. Гагарин шоу. Первый факт про гостя, а мы тебя попросим прокомментировать, правда это или нет, потому что все, Правда что мы или собирали, действие, да. мы собирали на факте перельмана.нет. Итак, первый факт. Точка нет. Первый факт читает у нас итальянец. Отказento сниманто фильмо с Анджелино Джолетто за сценарио которенто полученто 250 тысяченто долларесов. Короче, отказался снимать фильм с Анджелиной Джоли, за сценарий которого получил 250 косарей. Я Это получил 1 250 000 косарей. Вова, где ты факты находишь? Так, стоп, Человек подожди. на лям просто. И Хорошая отказался. была То есть передача. ты... подожди, это и есть этот знаменитый шаг Перельмана. Взял бабки и отказался снимать. Он взял 1 250 000, и Нет. потом, возвращая 250 тысяч, сказал, я отказываюсь. Я взял процент. Так От же доброй было? души. Не, правда? То есть ты взял эти деньги? Нет, я не взял. Это был контракт, чтобы я написал сценарий и режиссировал кино. Так. Я написал сценарий. Контракт был на 1 250 000. Я написал сценарий и взял тогда с этого 250. Ага. И все равно отказал. То есть 1 миллион ты сказал, не, Не, больше, чем ребятки. 250, по-моему, 600. Я уже не помню. То есть у тебя вообще ход, конечно, 250-600. Ну, как Для бы... меня это вообще не... Плюс-минус. Но это было до Вот криптовалюты. самые криптовалюты. Подожди. Фильмы нужно снимать, есть учиться, пока это было режиссера, до продюсера. Ты криптовалюты. объяснял Анджелине, что ты не хочешь с ней Да. ее снимать? Это не поэтому я отказался. Ты прям ей сказал, она сидела на стуле. А потом как она это было? отказалась. То есть играла Без легкая меня не музыка. хотела. Без меня не хотела делать. Да? Да. То есть вы с ней созванивались? Да, мы встречались. Привет, в чем ты, как дела? Привет, что ты делаешь? Да. И что? Ну И что, и ты что? объяснил, Она немножко, потому что ей намного больше денег бы платили. Она немножко расстроилась, но так я сказал, идите, делайте с другими. Вот сценарий. Ну тебе просто как творческие личности что, не понравилось, что они хотели Мне, делать? ну это не, может, не Сложное. для этого шоу. Ну давай в Да, двух словах. мне не нравится философия автора этого романа. Что, например, это очень неправильно вот в этой атмосфере неправильно об этом говорить. Все. Потому что это про капиталистов. Наша атмосфера, она на самом деле про true. То есть вот все, что мы делаем, потому что на сегодняшний день, я тебя вкратце введу в экскурс небольшой проведу, ввиду того, что не смотрел, мы по сути своей бизнесмены отраслевые. И все, что мы делаем, это такие наши вечерние посиделки в гараже с пацанами. Здесь мы настоящие, здесь мы честно говорим, что мы думаем про политику, про криптовалютный рынок, про экономику, про США, про Китай, не знаю, про что угодно. Мы это делаем, конечно же, как и пацаны это делают обычно в гараже, немножко выпивая, значит, алкоголя. Чуть-чуть. Вот. Что нас отличает от всего Ютуба, это то, что Ютуб и блогеры это делают за деньги и во имя денег. Потому что они потом будут продавать какие-нибудь ставки, еще какую-нибудь, может быть, продадут кому-нибудь какие-нибудь, может быть, продадут какую-нибудь криптовалюту или еще что-то. Ну, это вообще, это низко. Да, а это не наша тема. Ну, мы зарабатываем в другом, и это просто наше хобби, наша отдушина, наша причина, по которой мы объясняем женам, что нас не будет до 3 часов ночи. Все. Официально мы на съемках, на работе. Да, То в есть, общем, я отказался. да. А ты можешь, у меня есть просьба, запиши мне номер телефона Джоли, если мы... У меня нет ее Киевстар? номера. Ну как вот, ну прикинь. Я тебе скину ее лайф, не ссы. Ну вона в основному, у мене немає грошей на рахунку, перезвоніть, Давай будь тогда ласка. Мы не второй. общаемся. Не общаетесь? Вова, а что бы ты сказал Анджелине, вот представь, у вас... Установи меня. Не, у вас встреча по работе, что бы ты, вот реально, что бы ты сказал? Вот первая встреча по работе, что бы ты сказал? Как бы ты начал разговор? Просто с Анджелиной Джоли? Да вообще ничего, ни слова бы не говорил. Я бы... Ну нет, конечно, ну нет, ты что? Я это бы ты сказал- передача. я Не, бы он же снял- тоже на Не, мнении, что он Вовчик, симпатичный, я бы понимаешь? снял кольцо, сказал
сказал, все. Все ясно. Все ясно, да. Hello there. Итак, Hello there. Ты перед Дашей 15 минут Hello, не, я стоял. бы сказал, hello, my name is Ruslan, I'm from Turkey. sex okay? You want a massage? Sex okay? Yes. $1, $1. Yes, animator, $1. animator for your kids. Вот так бы делал. Анталия, 5 stars. Вот это вот было. Ну, я бы охренел на самом деле. Вот просто мы так, знаешь, мы так общаемся, как будто... А прикинь, это Голливуд, Анджелина Джоли, это, ну, первые Ну, лица приходит вообще в Голливуде. приходит она, это было на студию, там была какая-то conference room, знаешь, со столом. Она приходит после съемок, она вся растрепанная, заебанная, знаешь, уставшая. Дети ее где-то ждут. Брат ее Африке? ждет. Да, она садится напротив меня, очень приятно, настоящий человек. Знаешь, без понтов, совсем. Серьезно? Никаких понтов. Просто рабочий такой, знаешь, момент. И он видит мои сигареты, говорит, можно? Берет сигарету, мы начинаем курить, где нельзя курить. С ней можно. Уже прикольненько, мне нравится. Так. И вот так мы болтаем. Потом я еще раз встретил ее в Праге, кстати. Они снимали этот Wanted, который Бекмамбетов, по-моему, сделал. Да, и мы тогда в отеле Four Seasons в баре сидели. Я, брат и она. Она колдырит? Ну, я не видел. Ну, в баре. Одну. Да? Аккуратненько. Но героин... Меня в баре видно... Меня в баре видно... Прям в баре героин. Ага. Ложи на лицо. Ну ты, блин, ну ты правда или нет? Ну, конечно, нет. Ну, что Какой героин прямо в баре? Кокаин Володя? максимум. 2-3 дорожки, и все. Гагарин шоу. Стивен Спилберг выступил спонсором один из фильмов Вадима, который впоследствии был назван критиками лучшим фильмом студии DreamWorks. Как вы познакомились? Как это произошло? Но он владеет студией, в которой я снимал. Так что вот так А как ты познакомились. попал изначально вот, вот? Был аукцион моего сценария между студиями. Все хотели его. Мне повезло. Это был мой первый фильм. И я выбрал DreamWorks. Я знаю, а как происходит? Вот ты написал сценарий, ты приходишь и говоришь, Прикольно. возьмите меня на аукцион, или вот как это вот, как люди ну туда это- попадают? Да, Вадим, давай расскажем немножко людям. Как работает это Да, всё? потому что мы, мы ну, блин. окунаем в криптовалютный мир. Да, расскажи немножко, окуни Окей. нас и зрителя. Это работает так. Я написал сценарий. Потом уехал в Новую Зеландию снимать рекламу. И оставил... я никого не знал. Ты в моменте уже на хорошем счету? Ты Я пишешь? ни на каком счету. Еще ни на каком Нет. счету? Это первый Ни сценарий. на каком вообще. счету я вообще в кино меня не Ты существует. украинец Вадим Перельман Ну, в но Голливуде. До этого я снимал много реклам. Я был уже успешным рекламным режиссером. Так, И вот. вот мюзик-видео. Да, клипы. Да, клипы, да. И я написал, я долго-долго ждал. Мне предлагали много кино, которое было коммерческое такое. Я отказывался. И когда они не понимали это, конечно. Но агента у меня не было. Они мне предлагали в этой рекламной кампании. В общем, я пишу сценарий. Я встретил Ты пацана. понял, что ты хочешь большего и пришло начал это? писать сценарий. Да, Я начал писать сценарий, потому что я хотел делать хорошее кино. Это была в моя- тебе уже было прям. Это моя Это мечта вот дом была. из песка Всё, и тумана. вот. Да, да, мы об этом всё. говорим. Это была всегда моя мечта, а реклама была просто, знаешь, как шаг к этому. Подход. Мгм. Да. Не надеясь ни на что, потому что кому понравился сценарий, который написал мне, в первую очередь, моей маме и соседу, которому я должен деньги был. Ну, так что... А вот это, кстати, хороший критик. да, да. Это первый критик. Да, если должен денег, и он еще Ну, и похвалил. нечестный критик, но Так, хорошо. так. Я уехал в Новую Зеландию, оставив его с пацаном, который я встретил на парте в Л.А. Это все было. Который был ассистентом агента в Уильям Моррис. Вот Вовчик, да, такой типаж приблизительно? Да, еще... Ну, да. Салат. Такой, знаешь, Да, вот этот вот. да, мутный. Мутный тип. Да. И, С брекетами. 36. 36. в общем, я оставил с ним, и отключен телефон, ничего не работает, там на Южном острове мы снимаем машины, рекламу машины. И я приезжаю в Окленд обратно, в столицу Новой Зеландии, а у меня на моем телефоне начинается вот сообщение это все, приходит. да. И это было просто момент моей жизни, который был, знаешь, уникальным. Потому что там были от всех. От актеров-агентов, от глав студио. Как-то аж мурашки по этот коже. Как он сценарий... сценарий пронес Сценарий Спилбергу? пронес. И я всегда говорю людям, они говорят, ну как, how do I make it in Hollywood? Как мне, блин, знаешь, стать кем-то в Голливуде? Я говорю, напиши что-то, что все хотят. Понимаешь, ты можешь быть на необитаемом острове. Ты можешь написать сценарий, потому что
что делать там вообще? Сидишь, пишешь сценарий, бутылку его засовываешь и кидаешь в океан. Шансы будут, что будут 3 агента. Ну, ты знаешь, здесь, мне кажется, здесь еще один очень хороший кейс, опять же, вот с точки зрения того, о чем мечтают люди, они пытаются, да, там, с точки зрения там донесения какой-то либо своей идеи, либо бизнес-проекта и так далее, пробиться сразу на самый верх, постучаться в дверь к Спилбергу. А вот такой вот чувачок, о котором рассказываешь ты, ассистент, вот это как раз и есть движущая сила не только Америки, а вообще в принципе. Взял и побежал. Вот именно они могут пронырнуть с твоим сценарием. Ну, это все равно нужно, чтобы сценарий работал. Хороший, это безусловно, это 100%. Да. Как сценарий дошел до аукциона? То есть вот все Ну, звонят... это не сразу, конечно. Когда все хотят, актеры подписываются. У меня был выбор актеров. Бена Кингсли я хотел с самого начала. Дженнифер Коннелли. Я потом встречался со всеми актрисами. Было очень... Смотри, как заулыбался. Это был кастинг. Причем, да. Ну, там в барах, знаешь. Именно там встречаются. Ну, а где? Что-то на Мамонт, студии. знаешь. И Дженнифер Коннелли меня, конечно, Поразила. покорила. Потому что она, я не знаю, красивее женщины, честно говоря. Даже говоря Анджелина Джоли. Дженнифер Коннелли, когда она была в моем фильме, в ее возрасте тогда, не было красивее женщины в мире. Ну, это субъективно. Ну, в общем, и все. И когда собираются у тебя актеры, когда они подписываются уже, даже не говоря о гонорарах, ничего, они просто на материал подписываются. Круто вообще. Тогда уже подписывается самый лучший оператор мира, Роджер Диккенс. Не знаю, знаете это имя. Тогда подписывается самый лучший композитор мира, Джеймс Хорнер. Мой первый фильм я ничего вообще не снимал до этого. Ничего, даже короткого метра не снимал. Охренеть. Я снимал рекламы. Да, это было действительно очень уникально. Ты так не поворачивался, типа? Поворачивался. Это Поворачивался. что со мной где-то происходит? Понимаешь, вот начнешь поворачиваться, они начинают... Что-то он какой-то, знаешь, неуверенный. Неуверенный, да-да-да. Да, сам себе. Не-не, Я уверен. такой, да, все нормально. Я, знаешь... А он точно самый лучший продюсер? Бюджет фильма, ну, по крайней мере, так Википедия говорит, около 160, да? Что? Нет. По-моему, 7 миллионов там было 160. написано. 14 миллионов. 14. Да, И около половина дал. 16. Подожди, 16 500, 16. а фильм заработал 16 900. Да. Чистыми- Но это неправда. Это тогда, 400 вот тысяч. когда был тот ран, когда закончился кинотеатры. Ран А ты можешь, пожалуйста, вкратце рассказать, как это работает? Да, Потому да, что вот мы это всегда вот читаем, интересно. мы всегда читаем кассовые сборы, Смотри. ну типа, знаешь, киваем такие, кассовые Ну да, сборы. нет. 16 И миллионов. всегда они не правы. Потому что кассовые сборы очень легко считать. Потому что Расскажи, пожалуйста. Было. Сейчас немножко, опять используют слово мутно, потому что все эти стримеры, все это непонятно, что там, сколько там зрителей, они эту информацию выдают, когда хотят, когда не хотят. Скажем, фильм заработал 1 миллион, скажем, 10 миллионов. 10 миллионов в кинотеатрах, да? Половина их, даже 51% идет кинотеатрам. Ну, в Украине также 50% забирают кинотеатры. от просмотра. Кинотеатры, да. И они еще делают бабки на попкорне, они еще делают бабки на всех этих... Ну, вот это основные бабки. То есть, подождите, Это, давайте кстати, да. для тех, кто не Это просвещен. Если билет в кинотеатр стоит 150 гривен, значит 75 из них заработал кинотеатр. Да, Для 76. того, чтобы покрыть расходы на ведение хозяйственной деятельности там, и так далее и тому У них подобное. такой раздать контракт, зарплату. да. А 75 гривен идут Куда? компании, которые... Создателям. Они Это как-то это отчисляют компания, которая... Вот DreamWorks, продюсерам. например, да? Да, продюсером или студию, да. Они как-то собирают тут сумму условно и как-то отправляют. Это все фиксируют, ну, это все Ну, да, четко. это все. Это все на контрактах, да, все понятно. То Значит, есть, основываясь, фильм заработал денег или нет? Так смотри, так чтобы для фильма заработать, чтобы для фильма окупиться, он должен сделать раза. дважды X2, свой да. бюджет. Как минимум, и там еще же есть промоушен тоже. Да. Все эти рекламы. а в бюджет фильма, когда мы читаем, допустим, там 150 миллионов долларов, туда не включены расходы там на промоушен, там, нет? Это чисто фильм сняли за 150. Да, но это включает гонорары актеров. Актеров, да. Которые большая И работа часть этого. команды. Ну, естественно, и Режиссеры, сценаристы, операторы. То есть материалы. получается, Да. а вот эта вот вся реклама, которую мы видим, например, там борды какие-то и так далее, это кто делает эту рекламу? Это делают дистрибьюторы. Дистрибьюторы делают. Да, То есть это студию. в их Студию. 50%. Студию это делает. Но они обычно делят вот этот кост, делят между, кстати, дистрибьюторами и студией, и продюсерами. Вместе это делают. Прикольный, да, бизнес? Интересно. Ну, там люди уже собаку съели, конечно, в этом бизнесе. Они Ну, то есть уже... получается... Сейчас все кино. заканчивается. Корейский тоже. киностудия. Но все равно получается то, что мы видим, например, там бюджет фильма, он все равно реально выше, а для того, чтобы его реально отбить, кассовые сборы должны быть минимум в 2 раза Минимум. выше. Но это в кинотеатрах, мы сейчас говорим. Но потом есть DVD.
Было. Сейчас это уже DVD вообще не маркет. Ну, у меня совсем. папа смотрит все равно. Да. А вот Ну, эти никто всякие же не сайты, покупает DVD вот больше. эти всевозможные сайты, которые онлайн, которые в хорошем качестве Стримеры, продают да? фильмы. Ты имеешь в виду стримеры? Ну, там Мегаго, например, какой-нибудь. Да, Ну, или там... платформы. Платформы. стриминговые, Яндекс. Типа Netflix. Да-да-да, там, которые в что-то хорошем Apple. качестве, не пираты, которые... Они же тоже платят, получается, да? Или нет? Конечно, они дистрибьюторы. покупают, да? Они именно как Кассовые кинотеатры. сборы, которые мы читаем, вот эти штуки идут или нет? Наверное, нет. Это сложная формула сейчас Сейчас даже, это которую я модно, даже да? не знаю. Да. Вот сейчас интересно, это как ее? Йоханссон, Скарлетт Йоханссон. Она сейчас судится с Диснеем. Потому что они в онлайне запустили, и она Да. недополучила Да. денег. Я У читал нее был про это, контракт, что она получает процент, как и у меня был тоже, как создатель фильма, что она получает процент потом со сборов. Со сборов студии. С половиной. А они сказали, ковид и все эти дела, мы просто выпустим на Disney+, платформа, которая на интернете. да. А у нее не было контракта, что она получит вообще ничего с платформы. Так что... Платформы не были прописаны. Сори, так что типа, да? Контракт, да, подождите секундочку. Написано, что с театральных сборов. И она права. И она Полностью права, да. конечно. Конечно. Да. Так, я собрал информацию, которую всю жизнь не знал. Ну, так у нас и же... «Дом из песка», если вы хотите вернуться к этому, «Дом из песка» стоил 14,5, сделал в кинотеатрах 16,5, потому что там было 540 экранов только. Он был такой limited, называется, релиз. Но потом очень большие бабки сделал на DVD. Тогда еще DVD было, и у меня контракт, что я получаю процент с этого. А с DVD Я ты знаю, тоже получал? Да, я Ну, в совсем контракте получал. было прописано У меня DVD. в контракте DVD было, и я получал 5%. 5% половины. Ну вот за те деньги, которые ты можешь купить Молдову? Приднестровье. Она такая, чуть признанная, чуть не признанная. Слушай, Продано! Вов, у меня один вопрос. Тирас, Интересно, сколько соберет первый в мире фильм про криптовалюту? Я думаю, что очень много, если его снять. Как можно качественно. делать фильм про криптовалюту? А как, а чего? Ну, а где сюжет? Так как так сюжет же криптовалюта можно придумать. ворвалась в эту жизнь? Да, это Сюжет, новый на вариант. самом деле- Это более документальный фильм. Вадим, смотри, я тебе рассказываю. Сюжет на самом деле будет основан На реальных на событиях. всеми... на реальных событиях. Смотри, основан будет в первую очередь на всеми любимой вот этой теме с масонами. В 1987 году газета The Economist, журнал, написал о том, что в 2018 году миру явится, это была прям обложка журнала была, миру явится новая цифровая валюта, и весь мировой порядок до того падет. И, в принципе, признание криптовалют вот с точки зрения формирования CBDC, да, и там и так далее, всевозможных, признание криптовалют и блокчейна как такового на мировой арене, собственно говоря, и пошло там с 2018 года. То есть Economist, как бы это абсолютно точно масонское издание. Вот именно, я думал, что кто-то это туда вставил. Конечно, конечно. Эти Он просто- новости. Прикинь, 30 лет спустя, 30 лет спустя. Смотри, так на самом деле... Мушкетеры если- даже А почему 25 было масонское, только. только я не понимаю? Теория заговора. Это, думаешь, это, масоны знаешь, за- это знаешь, как мы типа, это как мы говорим инопланетяне. Да. Они, может быть, обижаются. Обычно говорят еврейское. То есть ты просто поэтому- ждешь, ты просто Я ждешь, просто не жду, просто пока на масонское, меня- а мы пригласили Ты тебя, за- потому что да. во всем виноват. Вот это вот. Да. Сейчас где-то сидит один Гарик Карагодский и говорит, да, согласен. да, это наша движуха. Я всегда говорю, слушай, если есть заговор, где моя доля? А ты получаешь Я заговора, никогда не кстати. получаю Он ничего. получает заговора и на DVD. Но представь себе, на сегодняшний день капитализация этого рынка 2 триллиона долларов. Криптовалют. Криптовалютного. Триллиона. Да. Уже. Долларов. Почему? Интересно, что Смотри, долларов, интересно. США. Смотри, Кстати, интересно, что долларов. Да, В итоге долларов все равно ФРС. долларов, да? Давайте их называть правильно. Долларов ФРС. И фишка в чем? Ну, смотри, про Facebook и становление снимали. Facebook, правильно. Про Факебук, правильно. Джобса и так далее У нас снимали. в Черкасах так И было. мне кажется, можно было бы снять очень уникальную картину про то, как эта вся история, потому что на самом деле на этом завязаны судьбы людей. Это не документалка, это очень крутое художественное кино, которое рассказывает о том, что... Больше того, скажу, ведь для большинства на сегодняшний день эта история где-то вот за ширмой, то есть что-то где-то происходит, какие-то ваши биткоины. Для меня. Да, например. да. Но по факту это вещь, которая с нами навсегда, уже сейчас. Да. Да, биткоин как коронавирус, надолго. Почему вот именно так получилось?
Научите меня. Потому что, я вкратце, смотри, все в мире, ну, например, деньги допечатывают, да, Но можно они изобрести основаны много... на золоте, основаны на... Золото, да. никто не знает, сколько в мире золота. Ну, понятно, Завтра да. найдут месторождение золота на 20 миллионов тонн, Понятно, и оно понятно. будет... Смотри, золото уже просто, да. И вообще это все искусственная цена. Нам просто сказали, давайте верить золоту. Мы же с тобой никогда в Типа, жизни мы не проверим, договорились. сколько золота. Мы же не геологи. И нет таких вообще геологов, которые, твою мать, скажут, сколько в земле золота. Потому что если бы кто-то знал, сколько в До земле конца золота... золота Тогда можно осталось 5. оценить. 4. Да, да. Он бы его уже накопал, во-первых. Или, например, драгоценные камни. Де Бирско в какой-то момент выкупил кучу камней, потому что, говорит, они уже обесценивают. Делают Да, цену. а биткоинов будет 21 миллион. Ни больше, ни меньше. И Ровно всё. 21 В миллион. каком году И они закончат их уже? в 2140 Слушайте, году. расскажите мне интересную вещь. Можно спросить вам Естественно. вопрос? Факт. Да, давай. Да? Можно нам и им. Вот я слышу про майнинг этого биткоина. Как это все работает? Там какие-то стоят компьютеры, они там какой-то огромный топ. Скажи, сядьте огромный- поудобнее. Да, Сейчас нет, вам а будет. для этого на Серьезно, как это YouTube-канале работает? есть Да. прям целая вкладка для криптовалюта Посмотри. для чайников. И там Криптовалюта всё- для чайников. И Перельмана криптовалюта надо для будет чайников, знаешь? И ты Криптовалюта для чаём чайников должен и наливать. Перельмана. Вы меня чайником только что Нет, обозвали? И Перельман. И Перельмана, И да. Перельмана. Вадим, И всё они. чётенько. Я до сих пор имею Нет, шанс просто уехать у в нас есть Голливуд. два варианта. Либо мы делаем ставку сейчас с 16-часового фильма объяснения, либо переходим по Нет, смотри, ссылочке. всё в очень- описании. я тебе просто, объясню, я как тебе это объясню, работает? я Что объясню такое в двух майнинг? словах. Только давай, Давай. 2 минуты. Смотри, я объясню, 2 минуты, тайминг пошел, да? Блокчейн — это такое децентрализованное облако. Вот, например, да, у тебя там есть в айфоне iCloud, есть там еще да. всевозможные, есть там какие-то... Но все равно какой-то сервер. Да, это сервера, это вычислительные мощности же, по сути, которые принадлежат какой-то компании, и они централизованы. То есть ты выгружаешь свои фотографии, свои данные, твои заметки, вся твоя жизнь находится, значит, в какой-то конкретной компании. Например, эта компания завтра продастся какой-нибудь спецслужбе Северной Кореи. Ну, например. Ну, Или психанет просто. Да, или, например, с ума сойдет CEO компании. Ну, может быть. У мира всегда была проблема, что вот все так или иначе централизовано. И у мира был вызов: сделайте нам децентрализованно. Но как сделать децентрализованно? Это должны по всему миру появиться какие-то энтузиасты, которые, значит, вот эту всю инфраструктуру поднимут и будут ее, значит, вот так вот, значит, держать, как слоны, нашу землю приблизительно. Кто первый человек, который за эту валюту, которая Но тогда, подожди, была, до валюты, тогда подожди. ничего не стоило, Подожди, до валюты. Вот смотрите, до валюты. Что-то Вот продал Интересный и взял момент, за смотри. это деньги. Это хороший вопрос. Смотри, до валюты. До валюты, значит, идея. Идея сделать так, чтобы всем во всем мире было интересно отдавать вычислительные мощности. Для начала это были компьютеры. Обычные, которые включались в сеть, и хопа, зажглась ячейка, которая поддерживает в Индианаполисе блокчейн биткоина. Тут хопа, включилась ячейка в Киеве, хоп, в Ростове, хоп, там, я не знаю, в Милане. И вот так вот начала существовать сеть. Ну, образно, да? То есть эти компьютеры отдавали свои вычислительные мощности для того, чтобы эта структура существовала. Да. Далее Что уже правильный- как инвестмент. Да. Далее твой правильный вопрос. Создатель, который это все продумал наперед, как это будет развиваться, как это будет интересно в развитии, а там продумано математически все. А это, скорее всего, какой-нибудь Сатоши Накамото масон. Двойная фамилия. Масамото тогда. Масамото такой своего рода. Масамото, да, японец. Да, вот он выложил в открытом доступе в интернете свою идею. И написал: ребята, если мы сделаем вот так, то со временем вы за то, что вы даете вычислительные мощности, вы будете получать так называемые биткоины. Так вот, со временем эти биткоины будут дорожать. Добывать их будет все сложнее. То есть, соответственно, с каждым годом, ввиду того, что вас будет включаться в сеть больше, вы будете получать биткоинов меньше. Но их стоимость будет расти в геометрической прогрессии, и вам все равно будет интересно. И вот это он выложил в официальном доступе как документ и объяснил, как это все будет работать до 2140 года. Прикольно. Когда был золотой раш в Аляске, в Калифорнии, что ты делал? Ты приезжал туда, и ты брал кусочек земли. Вот что твоя вычислительная. Это параллель этого. Да. Он взял Потом идеологию, богатые да. люди, а ты сам не копал там ничего. Богатые люди у тебя брали этот кусочек земли и говорили: мы будем там майнинг делать на твоей земле. И ты будешь получать. Копать, да. Да, ты будешь получать. Ну вот, собственно... Прикол в чем еще этого желающих становится больше,
Биткоина становится меньше, соответственно, он дорожает. Да, и мы на берегу, смотри, это единственный А инструмент. почему биткоин становится меньше? Потому что он конечен. У него есть Бабки Его Два сложно печатать. добывать? Мы, смотри, мы с тобой сели за столом с вами Да. и договорились, мужики, Может, давайте так. Сегодня выпьем Биткоина, 5. смотрите, биткоинов будет 21 миллион. Договорились, кровью расписались, руки пожали, все. И это поменять невозможно. Все. Ну, как De Beers. Да. Или Есть. как ОПЕК. Ну, Да, нет, да, нет. Там можно поменять, там они можно меняют поменять. правила. А здесь мы Там запустили. вышла система Саудовская запущена. Аравия, и все. Да, Да, они да, не да. согласились, Мы запустили маховик, и обратно мы уже не можем его переписать. все, Потому его что остановить невозможно. каждый Это блок- очень да? Наверное, каждый- очень скучно вашим Это зрителям. Потому что они все это это знают. цепочка блоков. анимируем. И здесь фишка заключается в том, что это цепочка блоков. Каждый новый блок хранит информацию о предыдущем. И, соответственно, мы не можем туда залезть и сказать, да нет, давайте перепишем. Там вот в этом блоке... Есть такая честность. Да, это максимально честная история. Все, каждый новый блок записывает историю предыдущего. И вот так вот эти блоки, значит, идут вперед. Поменять и переписать невозможно. В этом и заключается история. И везде есть иерархия, например, есть там, не знаю, президент, министры и так далее. Есть президент компании, замы, начальники отделов, там это, мэр города и так далее. Везде есть иерархия. Структура, Здесь нету. Здесь одновременно все компьютеры главные и одновременно все не главные. Такая Вот это история в духе... Демократическая. Нет, даже не, либертарианская. любимое слово Вовы. Да. Вот, а я же говорил, масоны. Гагарин Шоу. Если бы перед ним стал выбор, собственно, перед Вадимом, секс или фильмы, он отказался бы от фильмов. Это какая-то Ты знаешь, цитата из интервью, да? есть отличный... Из любого. из Любанова интервью? Есть хороший анекдот. Да. Да, есть Люба. хороший анекдот. Так, есть хороший анекдот. Рубрика Где- «Анекдоты». Где еврейский дедушка, и он, бабушка умерла, и вся семья собирается, говорит, слушай, дедушка уже давно не имел секса, нужно как-то ему помочь. Давайте проститутку ему закажем. И все скидываются вместе, и приходит проститутка, она такая, сейчас по-английски, это шутка работает по-английски, она говорит, вы хотите суперсекс? Он долго подумал, говорит, I'll have the soup. Так, еще один факт. Вадима, оказывается, приглашали принять участие в известном телешоу «Холостяк». Да, Это в какой стране? в этой. В Украине? Да. То есть это прям Это было, я заставка скажу, была? какой год. Это был примерно 9-й, 10-й. А это первые сезоны Самый были? второй сезон это Самый был. второй сезон. Первый был я... Чмерковский был, Макс. Да. Это я Макс. для женской аудитории стараюсь, девочки. Был второй, Так, и было бы второй. там, Кто типа, він, відомий режисер. Но я повернувся тогда, в я Україну, тогда был щоб в знайти своє отношениях. Что? Я никакой не холостяк не был, я был в отношениях. Так, а сколько бабок предлагали, ты можешь Мы не до я этого думал, не сколько дошли. бабок Не было дошли? за все Просто Какая-то тебе девка написали? мне под девка позвонила, я не помню, как ее. Она точно из Не, этого точно, шоу точно. звонила? Ну, продюсер А. из канала. Я не помню ее имя, но она, по-моему, знаменитая сейчас. Какая-то чуть ли не Крапивина. Знаешь, ну, такого типа. Это не она была, я не знаю. Она, по-моему, другое шоу делала. И сказали, Предложили, принимайте да, участие. предложили, Холостяк да. 12 лет уже снимается? Да, прикинь. Охереть. Прикинь, с 2011 года, Они наверное. еще остались. И ты отказался. А я Тебе уже отказался, второй. да. Потому что там нужно было целовать других Даже девочек. Вова не успел И- сказать. да потому что я вообще-то не про девочек. Володька. Что? Голос проснулся. И наша новая рубрика. Блин. Это была шутка. Ну, мы Вглубь. поняли. До свидания. Гагарин Шоу. Работал на бензоколонке посудомойщиком. Вот почему какой посудомойкой, Вова? Посудомойщиком. Это Вовины И фантазии. разносил газеты. Да. Немножко от себятинки, да? Он просто слово «посудомойка» не написал, а нарисовал. И И разносил. разносил Именно газеты. поэтому Вадим не боится тяжелого труда и верит, что именно он приводит фильмы к успеху. Это тоже из интервью. Это все чепуха, кстати. Но это правда. Что но, чепуха? но у меня было что намного работа. хуже работы. А ну-ка давай, самая ужасная работа. Самая ужасная работа, я And работал, why? как называется, refinery, где они делают из нефти бензин. Нефтеперерабатывающий. Нефтеперерабатывающий завод, да, скажем, да. И что ты там делал? Это было в Эдмонтоне, Альберте, где было минус 37 градусов Это примерно. типа канадская Сибирь такая. Я с Бадуна лез на лестнице на примерно 4-й этаж высоты, балка. И моя работа была взять метлу и вот снег с этой балки, идя по этой балке, Узкой. сметать узкой. Причем там 4 зачем? туда, 4 туда.
Это было для этих вот, для электриков, которые брали и когда сваривали эту огромную трубу, ее нужно было какой-то тритмент сделать. Они сворачивали ее с какими-то керамическими элементами, а потом Но за это платили деньги. Еще хорошо платили, но А мне в было... армии за это не платят. Вот в чем прикол. Там делают странную, не нужно никому Это была работу. самая ужасная история вообще в моей жизни. И когда вот я бухаю, я иногда с компанией и рассказываю, как говорится, in real time. Мой друг очень смешной, он говорит, слушай, я как будто там день проработал, слушай. Не, ну если это всё Да, это куда-то было- идет. Знаешь, Это на самом очень деле, скучно. вот я в какой-то момент своей жизни очень хорошо осознал, что такое все познается в сравнении, потому что у меня было очень тяжелое детство, было очень много разных работ, и посудомойщиком я в том числе работал, и так далее, и так далее. Когда-то мы приехали с моей супругой к детям-отказникам. Знаешь, кто такие? Да. Это от которых забрали у родителей, да, там, или Ну, за какие-то, Да-да-да. да. Мгм. На самом деле здесь тоже был один интересный очень момент. Мы им привезли, значит, всевозможную там одежду там, и так далее. Привезли им Sony PlayStation, там диски, там шлем VR, все. Вы привезли им цивилизацию. Да. Мне хотелось, чтобы им была такая развлекушка, как бы, и чтобы они почувствовали не просто Заботу. какого-то мягкого мишку, да, там, а чтобы они почувствовали, как бы, где мир сейчас, да, там. И они как бы все порадовались, понятное дело, были счастливы, но потом одна девочка подошла и говорит: а гостинцы будут? А я реально не уделил внимания сникерсам и конфетам. То есть мы привезли... Денег это прикинь. Да. Она такая посмотрела на все это, на эти шлемы VR, на всю эту движуху. Какая самая ужасная работа у тебя была? Подожди, 2 секунды. Сейчас, подожди, 2 секунды, и я закончу. И, значит, мы на второй день привезли гостинцев, там прям порадовали. Они, кстати, гостинцам радовались больше, чем одежде и, понятно, и да. и всем этим делам. И там одна из их мамочек, ну там женщина, которая там работает, говорит: Владимир, говорит, может быть, пообщаетесь с детками, там расскажете им там немножечко о себе и так далее. Я говорю: да, с удовольствием. Значит, и садятся вокруг вот так вот детки. Один ребеночек садится ко мне на ручке, мальчик. Я, значит, посадил его на ручки и, значит, сижу, рассказываю историю. Я говорю, я начал работать да, там, в 13-14 лет, потому что был вынужден, потому что нас отключили дома свет за неуплату, отрезали там все, вот это свою, значит, грустную шарманку, вот эту вот, которая в моем представлении представляется вообще ультра пи***том. Как мы ходили с мамой занимать у соседей гречку, там еще что-то, вот эти мои воспоминания с детства. Они все слушают, такие, ой, как бы, да, и, значит, эта их мамочка говорит: Владимир, а хотите, расскажу вам историю мальчика, который у вас на руках сидит? Я говорю: да, конечно, мне очень интересно тоже. Она говорит: ну, смотрите, говорит, там какая ситуация была. Она говорит: в какой-то момент его родители, после того, как вынесли из дома абсолютно все, что у них там было, включая плиту и так далее, они вырезали последние 2 батареи и, не закрыв окна в квартиру, пошли эти батареи сдавать на металл. И пропали на 2 недели. Мальчика нашли соседи, забившегося, значит, в углу комнаты, умирающего от переохлаждения, потому что это была зима. Оттуда мы его и забрали, Владимир. Я сижу такой, думаю... Посудомойка. Посудомойка охуенно. А почему нет? И выкраивать швы на дубленках можно смело вообще. Да. Ребята, вот такой вот. Выкраивал швы на дублен? Да. 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 Какая у тебя была первая работа? Ну, самая первая и самая работа у меня была с точки зрения того, что мне было тяжело. Это была работа подсобником на -2 этаже, значит, разбивали кирпичные перегородки, и я, будучи пацаненком, как бы вот это все, значит, с -2 этажа по лестнице, по такой херовенькой Таскал. на горбу на своем таскал. И самое плохое было это все то, что когда я начал работать, не было как бы, у нас не было дома реально денег, и не было что перекусить на обеде. То есть вот меня чем пацаны там подкармливали во время этих То и обедов, обедал, да? да, то как бы и, соответственно, потом я через 2 недели, проработав первые 2 недели, заработал деньги. Это было перед Новым годом. Пошел, купил маме часы, подарил маме часы на Новый год. Это был ЦУМ. У нас в Харькове есть такой магазин. И она их через пару дней постирала в штанах, в джинсах. Ой, ну вот это самый грустный какой-то выпуск получается у вас. Глеб, у тебя была какая-то первая работа? Ну, я, походу, среди вас просто 4-е место, уверен. Чего? Ты ж мою историю не слышал. Я не знаю, это Один стыдно, раз. если у меня не было таких историй. Ну, как бы я был машиной в 10 лет возле оперного театра, ну, как бы это было весело, прикольно. Мы набирали воду в фонтанах, мыли машины, получали бабки и ну, как. И гуляли. И тогда была песня, как я сейчас помню, «То мое море, оу». Гагарин Шоу.
Вадим не окончил ни одной школы в своей жизни. Это правда? Даже с садика, да. Как ты ушел из садика? Меня выгнали. Выгнали? Ты ушел из Ты садика. мутил, Я ты ушел мутил из с садика. воспитательницей? Я убежал из деревни, да. Максим Галкин, начало. Я ушел из садика. неправда. Да, я убежал из садика с моим другом Игорем. Я подстрекал там 3-4 человека. А вертухай сверху. И мы пошли. Кстати, я вчера там был. Вы все киевляне, наверное, знаете этот канал, который в цементе идет мимо Байкова Кладбище. Да. кладбища. Да. Этот канал действительно быстрый. Да, Интер. Мы убежали. Через прям как из лагеря. Убежали туда. И как-то появились на этом канале. Мой садик, я не помню, где он уже был, но там где-то, наверное, там был. Пьяный, да. Мы были, набухались. 6 лет было. Классический детский алкоголизм. Просто В вторник. общем, я подстрекал. Можно грустную музыку в этот момент? Да, я подстрек 3, мы убежали, и потом я всем показал, что я могу перепрыгнуть через этот канал. Ну там, ну А как? они он все говорят, мы с широкий. тобой. Я перепрыгнул, оказался совсем в другой части города, в которой я не мог вернуться от нее. И меня долго искали. Унесло, да? Как в чуть-чуть? этом анекдоте. Да. Мне кажется, или сейчас Все очередной мужики сценарий какой-то бегали по появился. горам, искали меня. Сейчас угадаю год, в котором это было. 71-й. Он же сказал. Так, А, так отлично. реально 71-й. Это было примерно тогда, да. 50 лет назад. Так. What? Что? Ему было 7 лет, это был 71 год. Серьезно? Ты угадал. У меня вопрос, что делали козы в этом садике в 63-м и Так я был 42-м? коза. Ты не Я понимаешь, тебе я играл объясню, козу. козы не прыгнули. Да? Ну, Прикинь, Ну, По-видимому, потом это нас был детский поймали. утренник. вас поймали, Нас и что? поймали. У меня 2 раза в жизни была такая вещь. Знаешь, нас поймали в садике, постыдили, конечно, и меня уволили. Не Из знаю, садика? выгнали из садика. Из садика? Да. Шарик, я как и ты был на цепи. Шарик. А что родители сказали? Моя мама, это папа тоже был тогда, они были, конечно, как всегда, моя мама садилась со мной и говорит, ну почему ты такой? А почему ты ты такой? говоришь, мама, моя фамилия Перельман. Да. Ты даже не представляешь, кем я буду. То есть, получается, можно стать голливудским режиссером, продюсером и актером без Убежав Да, высшего но я не образования? рекомендую. Зря Убежав ты это из сказал, садика. потому что Вова уверен, убежден, что высшее образование — это чистая туфта. Он прав, я тоже так считаю. Вообще все Тоже высшее так, Все, образование. Глеб, можешь 100% дальше не считаю. продолжать. Всё. Низшее И даже образование. низшие тоже, Низшее. не только выше. А Господи, как? наконец-таки я нашел. Единомышленника, да? Да. Гагарин шоу. Так, следующий факт про Вадима. Это твоя цитата. Тут написано «fuck you money». Правильно, Да. Спилберг. Киолу Вот With именно your эта money. фраза ему не позволила снимать дальше. Почему? Так, почему «fuck you money»? What Но does it mean? кимани это очень простая вещь. Кимани, я считаю, это то, что у вас есть, догадываюсь. Кьор или фью? Q. Это значит, что с этими деньгами ты можешь сказать Q. Понимаешь, что у тебя есть возможность, свобода. Меня туда не включили. Ну ладно. Нет, что ты не должен делать то, что ты не хочешь делать. Ты не должен бояться каждый день, как ты будешь проживать и содержать своих любимых. Ты не должен... Это называется fuck you money. Это значит, у тебя есть свобода слова «нет». Это очень крутая мысль. Да, на и самом деле. я вообще придерживаюсь, причем с самого детства придерживаюсь такой точки зрения, что если ты делаешь свое дело истинно, хорошо и качественно, то деньги тебя найдут сами. 100%. И вот в этом и есть свобода, Гача. о которой, вероятно, ты говоришь. Кстати, если мы уже заговорили про бабки, сценарий у нас написан. Расскажи, пожалуйста, как ты чуть не стал, но все-таки не стал миллиардером? Ой, ну это ужасная история, конечно. Для вас это будет прям как ужастик, как фильм ужастик. Ты знаешь, что интересно, что после того, как я рассказал эту историю Евгению Черняку на его шоу «Big Money», Я Так. тоже смотрел. Так. да, смотрел, да. Мне Ты мне очень очень много понравился людей как писали и человек пытались после этой передачи. опровергнуть эту историю. Как Честно, опровергнуть? ну в смысле того, что тогда этого не было, может, это был не он, знаешь, и все эти дела. И я начал сомневаться сам.
Или это действительно была правда? Знаешь, смутное воспоминание времени. Что может быть подмена, что не тот может быть, человек. но я помню, я не придумал бы эту. Так что было? Короче, да. Что было это такое? сейчас И офигенная это история. спорное дело, но что было такое? Это было 90-е годы. Я тогда делал рекламу, еще не делал мой фильм, ничего. Зарабатывал хорошие деньги на рекламе. И я с моей женой тогда поехал в Хьюстон. А в Хьюстоне у нее было папа, мама там жили. И я просто на стенки лез. Мне так было скучно там и противно. А говорят, в Хьюстоне весело, нет? Ну, нет, там нет. Возле, У нас проблемы. У нас проблемы, голф-корсе. Хьюстон у нас проблема. Да, у нас проблемы. И они Перельман, решили пригласить еврейских людей, потому что они посчитали, что еврейские люди, мне нужны еврейские люди для развлечения. То есть логика этих людей. Логика смотрите, этих- так, Знаете, Логика как этих классическая евреев, семья да. в Хьюстоне так, заводите евреев. Да, слушай, он, наверное, скучает по евреям. Давайте покажем ему фильм про Израиль. Вот Да. это вот, да? В общем, приводит Еврей. старую парочку. Причем старую? Очень интеллигентную, старую, там, не знаю, старики. И мы сидимся и ужинаем все вместе. Вот они, хьюстонские вечеринки. И они так, знаешь, по-еврейски, по-братски говорят: ты хорошие деньги зарабатываешь? Прям такой вопрос. Я говорю, Узнаю бабушек из да. Хьюстона. Я говорю, да, хорошие. Они, кстати, были иммигранты такие с акцентом. Да, я говорю, нормальные, что? Знаешь, говорят, I'm comfortable. Они говорят, у нас сын полный идиот. Знаешь, он уже столько компаний открывает, закрывает, и ничего у него не получается. И, знаешь, и он думает, что он какой-то ему просто нужен инвестмент, и он тогда возьмет партнера. Ему нужен партнер в этом новом бизнесе, какой-то новый бизнес. Хочешь с ним поговорить? Я говорю, не очень, вообще-то, так как мне продавался идиот, я не знаю. Как базовый термин. Они Программа говорят, розыгрыш. слушай, давай ему сейчас прямо позвоним. Я говорю, что, прямо сейчас? Да, прямо сейчас. И звонят ему вот. И он мне говорит, я говорю, что, какой бизнес? Так, хай, какой бизнес? Он говорит, я хочу продавать книги на интернете. Я такой, что я люблю книги. Он говорит, и у меня будут все книги. Все. Я говорю, а как ты будешь иметь, мой вопрос, как ты будешь иметь все книги? Там кто-то хочет «Война и мир», а кто-то хочет «Как растить розы». Или там, например... знаешь, Рыбалка в лесу. да, вот такой вот. В Как ты экстремальных будешь условиях. иметь все эти книги, чтобы положить их в конверт и выслать им, знаешь? Он говорит, это все я придумаю, там будет все на запрос. Тайваньский Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. В Лас-Вегасе будет большой warehouse, все дела. Я говорю, хорошо. Он говорит, $100 000. Мне нужно $100 000, seed money. Ты партнер, мы это все, знаешь, все это вот. Ты даже работать не нужно. 50-50, да. Это не 50, там какой-то у него был. Короче, он 50, будет никогда работать, не а ты будешь 50. получать деньги. Как всегда в стартапах. Да, но не все, да. Но все равно. Я говорю, хорошо, дай подумать до завтра, я перезвоню тебе. Лежу в постели с женой и говорю, слушай, что с ним делать? Она говорит, потеряешь бабки? Я говорю, да, знаешь, 100%. Идиот, говорят, знаешь. Что Родители. делать? Родители. Причем родитель. Мама. Родная мама говорит, что он идиот. идиот. Да? Этот чувак был Джефф Безос с Амазоном. Это без шуток. Надо было вложить немножко хотя бы. Да, в так вот, Прикинь. панчлайн всей этой истории, конечно, это я придумал, это я так не... И сейчас я ему могу позвонить, кстати, и сказать, слушай, я подумал. Идиотом был 100 я. тысяч. Да, $100 000. 100 000 я могу вложить. О каком проценте мы Бабки говорим? на столе. Почему ж ты трубку не брал столько прикинь, лет? наверное- Где ты был? Где ты был? Наверное где же ты был? есть где-то интервью Джеффа Безоса. Где он говорит, какой-то где он идиот. говорит, какой-то идиот Да, не да, дал нет, мне $100 000. Мы с ним открыли бизнес. Гагарин Шоу. Недавно состоялась премьера Да. нового фильма «Уроки фарси». Что-то интересное про этот Я фильм. горжусь, очень Не горжусь этим смотрели, фильмом. говорим сразу. Да. Потому что у вас не Обязательно. показывали в вашей стране, идиоты. Ты говоришь, что я очень горжусь Я этим очень горжусь этим фильмом. фильмом, да, потому что он Расскажи, отличный пожалуйста, фильм. о нем немножко. Фильм про уникального человека, который, может, даже тоже не существовал, как мой разговор с Безосом. Он еврей, который попал под расстрел. Их везут в траке. Начинается фильм, везут в траке людей. Это в какой А стране какой происходит? год? Это в Северной Франции в 1942 году. Так что Вторая это, мировая. Вторая мировая, да. Их везут, и куда-то. Они не понимают, куда их везут. Вдруг останавливается трак. До этого он меняет... Стоит еще какой-то задрыпанный пацан рядом с ним. И он говорит, я голодный. Вот у меня есть редкая книга, которая написана на фарси.
Он говорит, где ты взял? Он говорит, украл книгу у моих этих вот лендлордов, когда они убежали. И там кто-то говорит, что нельзя красть. Он говорит, уже сейчас все можно. И он меняет на сэндвич эту книгу. Просто от доброго сердца меняет эту книгу. Ему не нужна эта книга нахрен на фарси, причем еще. Причем в этой ситуации. Так он с этой книгой едет дальше, и вдруг их останавливается и во враге. Их всех выгоняет, стариков, там, детей всех, и расстреливают 2 порциями. Первых расстреливают, который сэндвич еще не доел, его расстреливают, который книгу отдал. А этот вдруг последним своим шансом вынимает эту книгу и говорит, я не еврей, я перс. А эти фашисты смотрят на него как на идиота. Тут один из них говорит, это вообще не будет не больно. Давай мы тебя просто застрелим сейчас. А один говорит, стой, не стреляй его, потому что Кох, Hauptsturmführer Кох в лагере там соседнем, он почему-то ищет перса. Давай его привезем, 10 банок тушенки, сказал Путин. Они берут этого пацана и везут его в лагерь. И действительно там есть Кох, и действительно ему нужен перс, потому что он хочет открыть немецкий ресторан в Тегеране после войны. Такого мечта идиота. И этот чувак, и он говорит, ты точно знаешь фарси, потому что мне нужны уроки фарси. Я говорю, да, я знаю фарси. И вот он по книжке годами, начинает. не по книжке, он не он может просто ее читать. он придумывает. Он придумывает слова, и он придумывает язык. В какой-то момент они говорят на этом языке. Этот фашист даже пишет поэмы на этом языке. Они просто общаются и говорят, у них секретный язык фарси. И каждую минуту мы думаем, сейчас его поймают, потому что... Разоблачат. Да, и в какой-то момент приезжает настоящий перс. И вот, в общем, там очень много... Все не рассказывай, потому что кто-то обязательно посмотрит этот фильм. Да. Слушай, на английском как-то можно где-то посмотреть, потому что ты заинтриговал. Нет, на фарси можно. На фарси. Но только на том, который именно этот. Мы придумали язык полностью, который действительно работает, да, и они говорят на нем, и он рассказывает. И вот этот язык как-то работает, что этот фашист становится чуть-чуть человеком, потому что он на этом языке может говорить, может расслабиться. Открыться, да, именно. Он говорит про свою маму, про ее детство, как они голодали, почему он вступил в партию. Да, а как он говорит, почему он вступил в партию? Его спрашивают, он говорит, чего ты вступил в партию? Вот же этот парень. Он говорит, я шел по улице, они стояли на углу, курили, смеялись в своих коричневых рубашках. Я тоже хотел так. Курить, смеяться. Да, и вот такое, знаешь, очень интересное. Круто. Обязательно посмотрите «Уроки фарси». «Уроки фарси». Вадим Перельман. Круто. Спасибо. Так, ну что, факты у нас закончились про гостя. Слава богу. Теперь будет единственный вопросик от меня. Вадим, какими профессиональными качествами должен обладать хороший режиссер? Всеми. Это комбинация бизнесмена, это комбинация психолога, артиста, чувствительного человека, который понимает эмоции людей. И должен быть немножко деспотом тоже, потому что нужно иногда... Это жестким, да? Да. Знаешь, иногда нужно. Так, в этих странах... Слишком мягкими, в этих странах быть, да. точно. Они только это и понимают. 100%. На своем языке с ними. Да. И нужно... Я не знаю, это мульти. Это не легкая работа. Как насчет творческого ассоциативного мышления и воображения? Ну, они должны интерпретировать. Потому что иногда режиссеры не творят, они интерпретируют сценарий, который уже написан, или там роман. Свое видение. Чудесно. В таком случае предлагаю проверить, присущи ли эти качества вам как режиссеру и моим друзьям-ведущим как профессиональным словоблудам. Гагарин Шоу. У каждого из вас за спиной лежат определенное количество картинок, ассоциации к которым помогут вам разгадать, какие фильмы зашифрованы на них. Как можно больше фильмов отгадать. Вот ваша задача. Поехали. У каждого из вас будет по 5 секунд, чтобы попробовать угадать, какой фильм зашифрован на картинке. Если вы не отгадываете, Так подожди, поворачиваете картинку мы же угадывали. и зарабатываете себе балл. Готовы? Да. Ты первый. Опять? Поехали. 5 секунд у тебя есть. 5. «Титаник». Поворачивай. Плюс балл. Следующая карточка. Да блин! Я? Поворачивай, да. Я бы не угадал, 5, «Титаник». 4, «Осиное гнездо». Нет. 1. Стоп, поворачивай. Пробуют все. Пролетает над гнездом кукушки. Пролетает кукушки, да. Я не знаю фильмов вообще. Это не для меня рубрика. Давай. Поехали, следующая картинка. 5, 4, 3,
2. Твой вариант? Гуси-лебеди. Поворачивай. Неправильно. Черный лебедь. Черное зеркало. Черный лебедь. Владимир Черный Валерьевич, лебедь. браво, плюс 1 балл тебе. Следующая картинка. Черный квадрат. 5. Блин, правильно было. Что 5? 4. Я не перевернул еще, Вова. Ну, переворачивай. Ты должен камерам показать это тоже. Или вы потом ставите? Не, вы поставите. Кашка-замалашка. Есть такой фильм? Неправильно. Свинья синяя. Свинка Пеппа. Свинка Пеппа? А почему синие Я не знаю. оттенки серого? 50 называется оттенков. этот цвет? 50 оттенков. Свинячий. Виск. Нет, это синий, голубой. Свинячий гриб лучше, чем морской. птичий. Голубая Голубая миля. свинья. Голубая свинья. Сверху изображен прием пищи. Американский пирог. Это Утренний. Американский утренник. Завтрак у Тиффани. Тиффани. Лев, плюс 1 балл. Муха! Этот оттенок называется Тиффани. Следующая картинка. 5, 4, Может, я дальтоник? 3, 2, 1. Показывай. Леон Киллер. Ну да. Да ну, блин, конечно. Вовочка, наконец-то 1 балл тебе. Так Этот что? фильм я тоже очень люблю. Второй. 5 секунд. Во-первых, у меня второй балл, во-вторых, да, это тоже мой любимый. Давай. Титаник он угадал. Белоснежка и 7 гномов. Да, ну тут понятно, давай. Да. А что Это там? слишком А прямолинейно. почему там динамит? Нет, коробка. это 12 друзей Оушена. Что это? Я ни Гномы. одного не угадаю. А Гномы. это эти, смурфики. Нет, Смурфики. смурфики синие. Синие смурфики. Они голубые. Голубые смурфики. Не, подожди, от чего они В ящике. это в ящике, Да, сыграли в ящик, умерли? Угадай. Это довольно-таки гномы. сложно. Да, я угадал. Карлики. Спящая красавица. Нет. Здесь Ящик. важно количество, и то, что внизу, это развязка фильма. Остров сокровищ. 7 на сундук мертвеца. Йо-хо-хо, бутылка рома. Название из одного слова. В ящике нашли его жену. Кого? Что? Вова, мы В сдаемся. ящике нашли его жену. Это фильм 7. Это «Поле чудес», там тоже был А черный вообще не ящик. угадать А такое. что это за фильм? Не угадать. Про 7. что? А про что этот фильм? Про сериального убийцу. Понятно, ладно. Чудес. Сложно. Давай, Это 5 секунд. 5, жена Якубовича. 3, 2, 1. Твой вариант? Чип. Это застройка в центре Начало. Харькова. Трон. Что изображено? Микроплата, чип, компьютер, Microchip. биткоин. Робокоп. Матрица. Матрица. О, это Ветал угадал. Спасибо. Подсказка из зала. поэтому балл не Спасибо, достается. спасибо. Ветал упал, отдайте. Дайте Виталику. У нас Спасибо. Маркиева сегодня. Поехали? Да. Поехали. 5, 4. Фотограф, 3, отойди чуть-чуть, там 2, же ж не видно 1. ничего. Твой вариант? Татуировка дракона. Девушка стату дракона? Ну, Да, он же ж так и да. сказал. Ну, тут что-то не то. Не согласен, там дракон. А что это такое? Я просто... Поле. Поле. Поле чудес. Нет, а что она? Что за- Polaroid. Это Polaroid, Да, Polaroid. И татуировка. Это фотографии, верно. Фотография, А справа? тату Да, на да, ты спине. назвал 2 слова, которые должны вывести тебя на фильм. Фотография, тату. Это отдельно. И фотографии, и тату там Фото тату. были. Группа Поворотными тату нас моментами. не догонит. Фотография тату. Тату. Фотография тату. Но он был забывчивый, этот чувак. Как и мы. Поцелуев. И поэтому он на себе. Кто это сказал? Веталь. Веталь, ну тебе... Иди сюда! Иди сюда! То Серега уже Что там. это за фильмы вообще? Ты вообще. Но смотрел если это? Ветал знает, значит они Не, существуют. Серега. А где мои любимые обычные Поехали! Интерстеллар хотя бы? Сейчас он будет 5. Уроки фарси. 3. Уроки фарси 2, сейчас. 1. Внимание. Я знаю этот фильм. Поэтому поворачивай картинку. и Это мальчики фильм про вот чувака, который... Ну, давай им подсказку, да. Давай. «Зеленая миля». Нет. Нет, это Форест Гамп. «Форест Гамп». Владимир Валерьевич, браво, молодец, плюс балл тебе. И последняя Мир это картинка твоя. коробка. Поехали. Это конфет. Обидно, я знал это название. Он же бежал. Это да. он бежал в кортеже. Да. И он ел коробку конфет. Давай, если Вова знает год выпуска найковских кортезов, то тогда полбалла мои, если я отвечу правильно. Отвечу Ой, я правильно? не знаю, нет. Не знаю, нет. Давай, 80... 70, 67 год. Поехали дальше. Плюс полбалла Владимировичу. Поехали, 5 секунд, 5. И не гугли. 3, Показывай. 2, 1. Че столько их, блин? Рокки Бальбоа. Да. Да, он же Просто бежал. Рокки. Потому что Eye of a Tiger. 5 секунд, поехали. Сколько у тебя было в итоге? 4, 2, 1. Да ты ж Показывай. фильмы знаешь Спайдер, но я идеально. забыл это. Спайдермен? Веном. Веном. I'm your Venom.
Это Аня Фая, Desire. Что это? Это коронавирус. Я бы сказал «Матрица», если бы уже не было. Это просто вирус. Не, он как тоже что-то значит. Это сетка, но без К. Это для А шашистов на первой что-то. картинке нейронная. Нейронная сеть. А какой из фильм? Facebook, про Facebook. Правильно. Про Название? Social Social Network. Network. Вадим получает свой первый балл. Аплодисменты! Идем? 5 секунд пошли. 5, 4. «Властелин колец». Браво, выкидывай. Следующая картинка. 5 секунд. 5. Почему это «Властелин колец»? Просто кольцо. Это Данди по прозвищу Крокодил. Неправильно, ваши варианты. Маска. Блин. Первый сказал зритель. Юра Вадим. сказал. Маск, я сказал. Маск. Вадим зарабатывает еще 1 балл. Отлично. И 5 секунд начинается. Глеб. 5, 4, 3, 2. Подожди, 1. Он читает долго просто. Ты не на ту сторону смотришь. Такси. Правильно, умничка. Я Да твой он дольше. остановка мимо проехал. Подожди, такси-драйвер или такси? Такси. Нет, такси французский, который. А, окей. 5, Берсона. 4, 3. Да подожди, я не посмотрел «Терминатор». Ой, этот... Терминатор. Ну, этот как его, который, понял? «Терминатор», а потом подумал «Красная жара», но это просто Арнольд Шварценеггер. А чего у Глеба такие легкие стикеры? Действительно. У меня какая-то вообще Глеб пришел со своими из дома. Глебушка, Нет. следующую. У чувака просто кольцо, потом нарисован терминатор. Кто это? Терминатор? А следующий будет просто надпись, название фильма, он его прочитает неправильно, Таксист. и Это балл такси. достанется Вадиму. Давай. 5, Вовчик тебя трахнет, я тебя отвечаю. 4, 3. А я или Остапчук? 2, 1. Ты. Внимание. Покажи. Короче, про чувака, там где тигр был с ним, пацан. он называется? Как он называется? Life of Pi. Есть. Следующий балл. уходит Вадиму. Глебушка, ты готов? Я Давай. думал, что это Поехали. Если я 5, английский 4, знаю. 3. Я думал, что это Ной. Наркотики 1. и Наполеон. Наполеон и наркотики. Что это такое? Наполеон. Наполеон и Наполеон. наркотики, знаменитый фильм. Моцарт, во-первых. Фильм про Глеба. Это Моцарт. Моцарт. И Это наркота. Моцарт, а не Наполеон. Моцарт, композитор, накуренный композитор. Бетховен. Не Бетховен. Известная его... «Лунная соната». Я знаю! Пятая это симфония. этот фильм, который там типа... Название. Его первое имя. Иоганн, Вольфганг. Нет, это Амадей. фильм, в котором типа Амадеус. рассказывается про этих, про Амадеус. наркоманов. Нет, это фильм про наркоманов. Дневник баскетболиста. Амадеус. Нет, это фильм про наркоманов. Амадеус. И там играет музыка Моцарта. Известнейшее его произведение. Ну, про наркоманов фильм. Игла, не игла, нет, сейчас. На игле. Соната. По чем? «Реквием по мечте». Реквием по Реквием по мечте. мечте. Я сказал первый. Глебушка. Реквием по мечте. Твои 5 секунд Там Моцарт закончились. вообще не играет. Так, готовы? Моцарт? Я Не, он знаю этот фильм очень он хорошо. завязал. Там Моцарт, где там Моцарт? Нет, это его тоже произведение «Реквием по мечте». Это он Там как нету написал. Моцарта. А, то же самое Нет, называется. название. Он не играет. Там Моцарта нет. Не, Понятно, нет. да. Там Бетховен. 5 секунд начались. 5, Фильм про собаку. 3. «Люди в Интерстеллар. черном». «Люди в черном». Глеб, на 5 ты должен повернуть. А ты Я получил- сказал. Он сначала отвечает правильно, а потом нам поворачивает. Thank you very much. Ну да. I'm Такой really happy. Еврейский игрок. Да, Кто-то считает кто-то. I'm really happy. Крикет. Да. По-моему, он выигрывает уже давно. Да? Конечно, он выиграет, потому что он так играет всегда. Грязно. 5 секунд Подлюка. начались. Он 5, свои распечатал 4, из дому. 3. Блин, это вы Поворачивай. знаете. Марс Это вы знаете. атакует Я не Нет. знаю, хрена. огонь, Drummer, рок. drum, Это про flame, Фредди drummer. Меркьюри. Богемская рапсодия. Нет, А зачем там- огонь-то? А зачем Барабанщик и огонь. Огонь. Я думаю, что это Гарри Поттер. А почему драмс? Причем тут... Чем And Мне fire. просто так ляпнулось. Как барабанщик на английском будет? Драма. Drummer? Нет, там о чем-то другом. Дай подсказку. Великий мозг. Одержи. Масть. Что масть? Да огонь причем. Это про барабанщика, джазовый фильм. Одержимость. Да, одержимость. Так он же Одержимость сказал уже. называется. Да он уже сказал Он все. сказал масть, а Вадим сказал одержимость, поэтому балл зарабатывает Вадим. Да, что это за правила такие? Еще не твоя очередь вообще. Так Ну что не ладно. волнуйся. Я в порнухе. Глебушка, 5 секунд Я в начинается. порнухе тоже так снимаюсь. Давай. 4. Это «Удар дракона» с Брюс Ли. Нет, ваши варианты, мужчины. По яйцам.
А как их по-другому можно А, этот, блин, про Глебушка, ты уже свой стебный шанс фильм. упустил. Стебный фильм, когда удар... Джанго. Нет. Да нет, стебный фильм типа «Луковые новости». Нет. Удар по... «Луковые новости». Помните, там было про такое? нет. Он Про Young это News. пели Потап и Настя. Пырышки-пупырышки, яйца... По что они пели? Яйца на английском как можно Balls. назвать? Кстати, в изменах пырышки-пупырышки играют. Мячики, Да. testicles, я не знаю, У как нас еще. на районе. Крепкий Крепкий орешек. Конечно! Не звонят, а Молодец, звонят. Валерий. Ну, я слышал, ну... Не звонят, а Нет, там нам звонят. звонят, а подсказали, на звонят. самом деле. Не звонят, а звонят, Не да. давать тебе балл? Не давай, отдайте Вадиму. Да нет, мне не нужны ваши баллы. Понял? Так же было и со сценарием. Да? Давай, последняя карточка, 5 секунд, начинаются. 5, 4, 3. Тут что-то с татуировкой, конечно, дракона. Кто? С татуировкой Девушка с дракона. татуировкой дракона. Да, но тут Глеб, мальчик. показывай. Что ты за сука такая? А ему вообще не доходит. Покажи. Говори. Вова сидит, считает. 5, 4, Глеб сидит. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Глеб сидит. Ну, здесь Покажи, что-то... Девушка с Вокзал. татуировкой дракона. Там девушки нету. Ну там причеха у нее такая была. Причеха, молодец, Вовочка, молодец. И поэтому ты зарабатываешь этот балл. А теперь, Владимир Так и Валерьевич, я начинаются сказал. твои карточки. Готов? И Да. 5 секунд. Поехали. 5, 4, 3, 2, 1. Все, разворачивай. Остапчук через 10 лет, не знаю, алкаш, наркоман, Зомби. зомби. Апокалипсис. Синее что-то. Это... Что, кто синий? Это «Аватар». Синее. Браво, Глебушка, синий человечек. Уху! Поехали дальше. 5, 4, 3, 2. Фильм про пластическую хирургию груди. Винни-Пух. Одной. Сиськи, да, одной Вариант, левой. Что неправильный. Мужчины. Красный надувной шарик, слоник. Баллон. Red Это Balloon. фильм. Это Стивен Кинг. Это фильм из Оно. 3 букв. Оно. Оно! Браво, It's- Володечка, правильно. Плюс 1 балл. 3, 5, 2. 4, 3, 2, 1. Твой вариант? Бывшая собака. Подсказка, это мультсериал. Это мультсериал «Рекс». Нет, это Мулан. Том и Джерри. Нет, «Возвращение Мухтара». Бетховен. Котопес. 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 Браво! Котопес? А, это Кто это кот, я такой думал, вообще? это шапка, чувак. Котопес. Котопес. Единственный в мире подожди, малыш. это Котопес. Cat-Dog. Да, Cat-Dog Cat-Dog. называется, Цей да. мультик називається «Кіт-пес, кіт-пес, кіт-пес, кіт-пес». Cat-Dog, да, это Да, хороший. поехали 5 дальше. секунд. 5, 4, 3, Котопес. 2, 1. Шерлок Холмс. Правильно, плюс 1 балл тебе. 5, 4, 3, 2, 1. Твой вариант? Карточный домик. Браво, еще 1 балл. 5, 4, 3, 2, Сучка, 1. ты посмотри, что Твой делает. вариант? Богемская рапсодия. Вау, молодец, ты разошелся. 300 гривен 3, до начала. 2, 1. Твой вариант? Зор. Молодец, 5, Ну, там изи-катка, изи-катка. 1. Сука. Нет такого фильма. раз. Сука! Да, что это А такое? это про... Сталинград. Нет. Почему? Это Там пианино про было. снайпера, про снайпера. Про снайпера, пианист? Но- At the gates. Something at the gates. Это действительно пианист. Я опять угадал? А он что Браво. делает? Но у тебя закончилось время, поэтому А ты кто стреляет? просто подсказал. И первый из 3 мужчин, который скажет пианист, получит балл. А, фашисты там были. Пианист. Глеб, тебе Глеб, балл. и по правилам Глеб отдает свой балл Вадиму. Поехали дальше. 5, 4, Подожди, я закончу уже. 2, 1. Жирная тетка, шоколад, зубы. Итак, показывай. Мужчины, ваши варианты. Володя не успел. Нет, Шоколадница. шоколадная фабрика. Как его И звали? кто? Джонни Депп. Willy Wonka. Есть! Да, Еще один балл Вадиму. 3. Прекрасно. Фильм про Поворачивай. Вадим. Поворачивай. Это Золотая черная жемчужина. жемчужина. Pearl. Пираты Карибского моря. Вов, ну ты не зарабатываешь балл. Ты же помнишь? Да иди ты на. Так, 5, 4, 3, 2. Солнечная... Поворачивай. Вадим. День вы говорили. сурка. Я говорил. Groundhog Day. День сурка. Groundhog Day. Day. День сурка. День сурка, по-вашему. Не, Вова был первый. Вова первый сказал день сурка. Молодец. Вообще-то Так, я. всё, последний. 4, 3. Это моя ключевая. Блядь, Кассиопея, блядь. Галаксия. Это Ной. Это Одиссея. Одиссея. Какая? Космическая, блядь. Ну, конечно. Последняя карточка. Горячий 5, один. 4. 3. Что это такое? Американский пирог? Тоже Я не назван понимаю. был уже этот фильм. Это мультфильм. Рататуй. Вов, кому ты подсказал? Теперь осталось выбрать. Скажи рататуй. Вовочка, Рататуй, молодец, зарабатывай. В нашем клубе такие правила. Вадим.
Ну, я хочу знать, стараться или не Спасибо, что стараться. ты ел мой попкорн. Стараться? Давай. Всё, Да, твой попкорн. очень нужно стараться. потому Стараться что у можно, лидера но я всегда могу 5, подсуетиться. 4, 3, 2, 1. Ваш вариант? Это Lion King. Да. Да, Lion King. Супер. 5, 4, 3, 2, 1. Я не знаю. Поворачиваем к мужчинам. Список Шиндлера. Отлично. Валерич, плюс один. А я думал, кудряшка Сью, блин. Ты ну. должен А знать. почему ты понял, что список Шиндлера? Красное, Список красное, идеальный. это вот. Все, понял. Платье. 5 секунд. Я не знаю, начинается. почему. 5, Мне просто- 4, 3, 2, Если честно. 1. Silence of the Lambs. Абсолютно верно. Чудесно. Знаете, в чем фишка? Просто Вадиму не было видно нашей карточки. Он сейчас разъебет нас по-быстренькому. Да, я уже раз... Вариант? Это я не знаю. Варианта нет. Поворачиваем к мужикам. А, знаю! Дьявол носит Прада. Нет! Это вот этот вот, который популярный последний. Там, где он шизофреник такой, типа, этот... Эффект бабочки. Нет, зеленый, который в конце стреляет. Это Джокер. Джокер, сука, да. Если можно Зеленый. Но я угадал же этот фильм. А сказал-то я. Прокурорша. Следующая карточка. 5, Прокурор. 4, 3, 2, 1. Ваш вариант? Это про любовь Blind что-то. something. Blind ambition. Blind... 50 оттенков серого. Нет. Нет. Не, blind. Слепой что-то. Что он делает от слепой? Целует, нюхает. Правильно нюхает. Как называется фильм? Парфюмер! Нет. Парфюмер. Парфюмер не был слепым. Кто знает? Он просто нюхал. Просто нюхал. Кого он нюхает? Женщина. Запах женщины. Женщину. Главный запах Запах женщины. женщины 5 секунд. моей. Начинается 5. Я ее уже полминуты пою. Я уже второй куплет начинаю. Ваш вариант? Не знаю. Эффект бабочки. Блин, а я говорил же его только что. 5, 4, 3, 2. Я не знаю, что тут на первой фотографии, но окей. Вариант. Флэш-дэнс. Грязные танцы. Да, правильно. Абсолютно верно. Dirty Плюс dance. 1 балл. Dirty dances. Dirty Dance. Не-не, он сказал flash dance, а там flash dirty dance. Совсем... dance. Не, я был неправ, он прав. Хорошо, Валерич, плюс 1 Два балл. совсем тебе. разные. Я тоже Валерич, кстати. А я Владимир Владимирович. Да? Ты тоже ВВП? Я ВВП. Прикинь, Я тоже ВВП. ВВП. Ну, кому это интересно? 5, 4, 3, 2, 1. Ну? Black Book. По фильму вообще нет. Да, Green Book. Не, зеленая книга, Green да? Book, Да, Green Book. да. Я сказал Зеленая первый. книга, Я- да. Вот я- ты, я ну Green окей, Book, Green хорошо. Book. Кстати, хорошее кино, кстати. Классный очень Мне фильм. тоже очень Хорошее понравилось. кино, да. 3, 2, 1. Ну, это про этих адвокатов и Адвокат дьявола. Да он правильно сказал, адвокат дьявола. Ну, Вадим правильно сказал, да, туда было, поэтому плюс 1 балл. Следующие 5 секунд начинаются. 5, 4, 3, 2, 1. Ваш вариант? Не знаю. Я думаю, это адреналин. Это Адреналин. Форсаж. Форсаж, да. Ну это же Вин Дизель. Владимир Валерьевич, Да, ну но- откуда такие познания? А я думал, адреналин Плюс тоже 1 подходил. балл. Я думаю, откуда лысый из Бразерс? Из Да? Лысого из Бразерс. Что? Поехали, 5, 4, Подожди, дай поверну. Турбосекс какой-то. Не подсматривай. 1. Ваш вариант? King's Speech. Король Король говорит. говорит? Нет. 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 Вот эта штука, это что такое? Это вот, которая Кузнечик? ест... Саранча, Богомол. Ну, да. богомол, судный день. свой же вид ест. Правда? Да, богомол, да. Ну, самка Самка богомола, богомола. которая съедает самца. Она всегда его съедает. Давайте чуть упростим. Богомол, который жрет богомола. Людоед. Враг у ворот. А вверху кто? Друг. Президент. какой-то. Проводит Заседание, Речь. конференцию, еще у речь, студентов. лекцию. Правильно, значит он. Это Лектор. какой-то инфобизнесмен. Этот, Ганнибал Лектор. Отлично, молодец, плюс 1 балл тебе. Вау. Тогда ну, наоборот. Это было глубоко, ребята. Тогда надо было наоборот. Что Кстати, ж ты- я с этой что ж- фразой попал в Что ж ты? шоу-бизнес. Что ж ты? Давай, быстрее. 3. Я вообще не знаю, как я играю с вами в Pulp эту игру. Fiction. Ну да, Pulp Fiction. Kill Да, Bill. криминальное чтиво. А теперь мы подсчитываем результаты. Я думал, И Kill Bill. среди вас самое большое количество баллов набирает... А у нас ничья. Как ничья? 12 и 12 баллов у Глеба Как, у меня Глеба. больше. и
Владимир Валерьевич. Я повтор У требую. тебя вообще третий? Вовочка, у тебя остались запасные. А ну-ка давай, Глеб и Валерьевич пробуют. Нет. Показывай им. У меня тоже остались. Так у нас два Валерича. Какой Валерич? Валерьевич, который Остапчук. То есть, подожди, Глебом? мы с Вадимом в пролете? Держи. Ну да, к сожалению, у вас третье место. В смысле, у нас А не по мы 12? хотя бы ничья? Там у меня больше, чем 12. А у Вадима больше, нет, чем у покажи меня? нам, тоже покажи. видно. Главное, кто последний. Вадим, Да. да, вот Я проиграл, да? с этой фразой я стал папой. Да? Давай, Нет. Нет, это твое шоу. ты выиграл. Вова! Я еще раз спрашиваю, кто проиграл? И за самые оригинальные ответы я отправляю 5 баллов. Владимиру Владимировичу Носову. Съели! Там 13! 12? Он побеждает в этом конкурсе. Так приятно! Спасибо. Так приятно! Подвести к новостной Я рубрике. Не, подожди, ну Собрался. давай финал Когда разыграем. ты дочка держи. мэра и самая 4 красивая карточки. в городе. Давай мы с Вадимом будем доставать по одной. И показывать вам. Даже золотой гол будет. Давай. Согласен. Поехали. Мы готов, Глеб, давай. Поехали, Глеб. Я первый, да? Володя, активизировались. Просто показывай нам. Показываем. Хатиков. Вокзал на двоих. Хатика плюс 1 Ну, балл Хатика, у да. Вовы. Хатика. На вокзале ждала собака. Собака на вокзале. Ну, красавчик. Это Это хорошо. очень хорошо. Это почти зеленый слоник. Это почти... Честно, я Это приеду почти домой. «Властелин колец». И «Терминатор». Вокзал и собака. Да. Следующая карточка. Мэри Поппинс. Я туда смотрю, потому что показывают 1,5 Мэри минуты. Поппинс, до свидания. Девушка был отвлечен. Не было Давай, времени. все равно Мэри угадаешь. Поппинс, до свидания, улетающая баба, Ну, он уже кандидат в 50 мэра раз. Киева. Это был ролик такой на телеке. Все верно, но мы не будем это засчитывать. Вадим, покажите другую карточку, потому что Глеб Володя отвлекся, да. подсматривал. Готовы? Поехали. Да. Скрипач. Черная пантера. Нет, Нет, причем тут пантера? начинается с числа. 13... 12. 10 негритят. 12 негритят. 12 друзей Оушена. Нет, 12, 10, 12 7, чего? 12 месяцев. Нет, не месяцев больше. Что больше, чем месяц? Год. 12 лет. Его. Slavery. 12 рабства. Ну все, Он Вадим подгадал. подсказал. Ладно, не Вадим подсказал. считается. Не считается. Вадим подсказал. Какое нетолерантное у нас шоу. А Показывают зачем тебе это вообще черных людей. выиграть? Зачем ты такой азартный? Не надо выигрывать это. Ну, Следующая квартиру. карточка Я просто от проиграл Владимира квартиру. Владимировича. А что мы выигрываем вообще? Есть приз какой-то? Да, Есть. естественно. Телевизор. Зрительских симпатий. Телевизор. Между я прочим, самая вот красивая. такая Так стараемся, карточка. как Готовы? будто- Поехали. Это уже было 12 лет рабства это Это было. армянский выходной. Армянский Нет, выходной по версии Остапчука. это колодец. Черные врата. Так, Спарта. молодец. Черные врата. А там на нижней картинке что изображено? Это звонок, вот эта девочка. Ну я предлагаю решающий. Последний, да? Не финалочку, тот и побеждает. Давай. Выбирай карточку посложнее. И Это хорошая выкидывай карточка. нафиг. Я сразу угадал, что это за... Ну давай. Тогда не бери ее, бери сложнее. Ну давай. Но это мой интеллект, Ну, а их не давай. позволил. Поехали. Ну Вова. Поехали. Джуманджи. Сука. Выиграл? Я знаю, что израильскому куму показать. Глеб выиграл. Что Глеб выиграл? Я давал вам шансы. Я последний. Мое знание кино вообще. Гагарин Шоу. Ну что же, и мы переходим к нашей постоянной рубрике «Криптовалютные новости». Вы все журите нас за то, что криптовалютных новостей слишком мало. Но вы же помните прекрасно, что конкретно Гагарин Шоу и то, что мы снимаем с гостями, это все-таки развлекательный контент, наши такие вечерние посиделки. А для тех, кто любит и хочет узнать больше о рынке криптовалют и финансах, у нас есть наша рубрика, там, где наши специалисты, ребята, которые работают в команде WhiteBit, рассказывают абсолютно в разрезе такого, знаете, технопорно о том, как устроена эта индустрия. А также, если вы хотите все-таки немножечко
тающих Володю и Глеба, то для вас есть крипта для чайников. Ну, а, собственно, сейчас мы, конечно же, вы обратили внимание, что вся передача у нас достаточно напряженная. Здесь драматургия присутствует. Поэтому мы, Страшно. конечно же, сейчас на серьезных щах разберем и криптовалютные новости в том числе. Короче, Ну что, есть поехали? крипта не для чайников и крипта для чайников. Есть крипта для чайников, а Так. есть технопорно. Там, где мы ни хрена не понимаем. Там даже даже вы вы, ничего даже не там, где мы слабо Вообще понимаем. ничего не понимаем. Там, где Класс. крутые чуваки, нишевые разработчики рассказывают. Но это все на канале. Это все на канале. Ребятки, обязательно подписывайтесь, смотрите, лайкайте. А также мы хотим проанонсировать, что в скором времени выйдет еще одна рубрика в рамках Гагарин Шоу. Что же это будет? И мы с Глебом будем обсуждать новости мира Всего. Новости мира всего, да, это будут новости спорта, новости политики. Да, мы будем судачить на тему серьезных и не только вещей без матов, ибо мы хотим попасть в телек. Да ну нах. Вот так не говори. Как? И сегодня мы об этом договорились. На самом деле мы просто... на самом деле мы... Хлопает нам человек-режиссер Голливуда, блин. На самом деле мы позвали Остапчука третьим ведущим, чтобы понять, как работает телек и зайти с тыла в его нишу. Там розетка. Там занято. Если у него розетка, то у него там 2 входа получается. Да, у меня там тройник. Гагарин Шоу. И, собственно, друзья, первая новость. Поехали. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о платежных услугах, который позволит Нацбанку страны выпустить собственную национальную цифровую валюту CBDC. Ура! Вот такая новость. Звонил вчера Володя, говорит, спрашивает, подписывать? Я говорю, подписывай. Слушай, ну это хорошая новость. Это хорошая новость. Это, безусловно, хорошая новость. Единственное, что я вот смотрю за тем, что делает наш президент, понимаю, что он действительно искренне стремится улучшить ситуацию, но после того, как это все из его уже не очень светлой, уставшей головы спускается вниз, дальше разбивается о скалы грубой... Бюрократически. Тупней. Да, грубой... То есть народ чуть пониже вообще ничего не понимает в этом. Не, дело не в Нет, понимании, просто- дело в том, что... До них не доходит. Дело в том, что... не делятся. Ты знаешь, вот это такой испорченный телефон получается. Владимир, значит, подписывает закон о платежных услугах, который позволит Нацбанку страны выпустить собственную национальную валюту, цифровую валюту CBDC. А спускается на уровень ниже, в кабинеты туда уже, значит, да? А что там Володька делает? Что они там, что там? Валюта. Шо? Валютой Там треба заниматься. какие-то Валютой заниматься. услуги с национальной валюты. Спускается хорошо. еще ниже. Что там, Володя? Какие-то услуги. Ага. Да еще спускается ниже. Какой-то Национальная. Володя. Какие-то слуги. Не, а я думал не так. Спускается от президента дальше. Тебе говорят, ну, в принципе, может быть. И там, где до подписи, говорит, так, подождите, так мы же тогда как бы у нас как бы будет что, мы что, будем жить на Я одну маленькую зарплату? ремарочку скажу. У нас сейчас наша компания очень крупная в отрасли. Мы в рамках того, что мы представляем нашу нишу, этот бизнес, в том числе и на мировой арене, с одним из украинских крупных банков решили создать новационный продукт. Le collaboration. Да. И мы, соответственно, уже полгода находимся в разработке и так далее. И вот у нас уже продукт готов. Единственное, чего нам не хватает, это небольшого векселя, даже не одобрения, а просто небольшого векселя, в рамках которого мы могли бы запустить, будучи украинской компанией, продукт, который будет конкурировать с Revolut, с PayPal, который мог бы PayPal все точно. существующие решения в рынке на сегодняшний день, рынке финансов и криптовалют, задвинуть в Заможай. ящик. Да, то есть мы можем быть на сегодняшний день передовой компанией в мире. Так а что вексель? Что Да. не дают? Ну вот потому что то, о чем мы говорили ранее, относительно того, как спускается и так далее. И в Нацбанке у нас светлые головы сидят, и ребята очень крутые, ну действительно подкованные. Но вот как только начинаем пробираться через тернии, даже не бюрократии, а вот... Не, где непонятно, там рудно. Да, начинаются стопы. В любой другой стране мира нас бы уже целовали в задницу. Вот, то есть если бы мы были немцами, то, ну вот поверь мне, ну вот Ты, всё. кстати, похож.
Такого риец просто, светловолосый, Они бы на красивый, немецком, знаешь, что высокий. сказали? 95? Они сказали, Вот. «Вазо!» Не, просто мне кажется, что это знаешь, как похоже, українська цифрова валюта, і всі спускаються вниз, і там, чуєш, кума, це якусь цифрову валюту треба, щоб робили. Ну, такий борщ-коін якийсь зроблений. Вот знаешь, эта история сейчас напоминает мне ту историю, которую Доги Вадим Вареник. рассказывал, когда ему позвонил вот этот вот дурачок. Вот приблизительно так же воспринимают нас во всех... Там какие-то идиоты. Там вот какие-то так это. идиоты, какой-то Прикинь, банк и какая-то прикинь. биржа, там что-то делают. Давай спать. Давай спать. Говорит, ну реально, а давай подумаем. Не, ну, у нас выборы через год, давай не рисковать. Не, говорит, мною. ну вот вдруг это прорывное. Давай вот, допустим, вдруг. Да нет. А потом наш Кто это президент... будет делать? А потом наш Самое президент главное. через 20-30 лет будет сидеть на каком-то шоу и говорить, ну вот заходили какие-то ребята в Нацбанк и рассказывали какую-то историю нелепую о том, что можно вот как-то вот это банк подружить, там что-то вот с криптовалютой. непонятное, да. Это непонятно. Мы с женой пообщались и решили ложиться спать. И тут королева Елизавета такая орденом короля сэр Владимир Владимирович Носов. И вот вам Сассекс, всю область с людьми. Да, но то, что... Не, был маленькая такая штучка. Ездил когда-то в Министерство цифровой трансформации. Была там одна крутая идея. Крутая идея была, две. Про одну, хорошо, трансформировались, про одну да из ладно. них. Чтобы все товары, которые входят, были определенные коды, чтобы товар настоящий, через через блокчейн это все сделать, круто. И человек, министр говорит, Замминистра. замминистра говорит, вы представляете вообще, сколько нужно сотрудников, сколько Нет, нужно он начал людей? с того, что он вначале Сколько работы он нужно вначале делать? мне вначале сказал, знаете что? Говорит, молодой человек, говорит, у меня есть MBA. У вас есть MBA? Я говорю, нет. Я играл в NBA. Он говорит, так вот, слушайте меня. Вы знаете, сколько нужно? Сотрудников? Не, он говорит, сколько нужно сотрудников, А откуда у ресурсов? него MBA? Не, послушай, сотрудников, Купив. Вадим, сотрудников, вычислительной техники, мощностей, чтобы посчитать вот это вот все. Массив данных. Массив данных, сколько заходит, выходит, транзакции, перечисления, отчисления в налоги. Вообще, вы вообще понимаете? Ну. И сидит наш технический директор и говорит, ну, вот если я сейчас надо написать программу, то это все вычисление, ну, займет секунды 3. Если я пару часов подумаю, ну, секунды 1,5. А вообще, чтобы написать скрипт, мне нужно 15 минут. Не, говорит, если вы хотите, чтобы я здесь написал, то вычисление будет занимать, ну, там, 3-5, хорошо, 10 секунд. А если я пару часов дома спокойно подумаю, то вычисление займет И что 1,5-2 замминистра сказал Ну, на это? как Он ваш гениальный завалил. человек нашел мой фильм за 30 секунд. Да, ну... Гениальный С юрист. субтитрами. Прикинь. У нас... Две сторис в вот, Инстаграм. пару дней назад мы кушали в одном из ресторанов Харькова, и мой там товарищ хороший, он двойное гражданство, Беларусь и Австралия. И Это вот мы- наш с тобой хороший товарищ. Не Я забываем. попрошу заметить. Да. И вот мы сидим. Картофельный король. Я говорю, Да надо поделите счет. уже пацана, что вы как два. Я говорю, надо попросить счет. Ну. Приносят счет, я говорю, сейчас я заплачу. Смотрю, ага, так. Я достаю телефон, Монобанк, реклама. Так потрусил. Блин, Он вообще, говорит, у них о, гениальная штука. ресторан Тартуфа. Нажал, ввел номер стола, тут появился мой счет. Я Но говорю, мы так, не будем чаевыми говорить, с каким заплатить. банком мы объединяемся. И я говорю, все, пойдем. Он говорит, что? Стерео? Вот Нет. так вот работает. Ну, то есть, есть Долгий какие-то срок. технологии, которые Смотри, работают у нас, уже... Сейчас, у нас было секунду. 2 рекламы Подожди, просто, надо одну запикать. То есть слово «а» мы запикаем, Да. а Монобанк оставим. Да. Монобанк Но оставим бесплатно. сейчас такой мир, по-партнерски. что мы сейчас free говорим shoutouts. о каких-то технологиях, криптовалюта, блокчейн, запуск в космос, колонизация Марса. И в то же время у нас люди в подземном переходе стоят в очереди из 15 человек заплатить коммунальные платежи, в кассу наличными деньгами. Когда ты можешь просто зайти в банк, нажать кнопку. есть Более это- того, тебе приходит, вам оплатить А коммунальные платежи? пенсию Ты говоришь, наличкой не получал? Да. А для этих людей у нас будет еще одно передовое решение, но об этом чуть попозже. Да. Куми, ви ребята. трясли телефоном? Ще поки ні. Давай, Я Левчик. теребонькаю, Ми але не трясли в телефоном. 92-му. Гагарин Шоу. Бывший брокер, известный как Волк с Уолл-стрит, Джордан Белфорд заявил, что широкомасштабное регулирование сферы криптовалют не повредит рынку цифровых активов. По мнению Белфорда, представления о том, что правила вредны для криптовалютного сектора,
ошибочны. То есть он хочет Вот. все-таки правил установить, правильно? Да, я с ним полностью солидарен. Да, то есть, по-моему, есть правила, нет? Смотрите, многие Есть, думают, конечно. что криптовалюта — это уход в тень, в мрак, и В вообще там не Америке найдешь полным ходом никого. регулируется. Как Dark Web, например. Да. Мы же говорим о том, что, ребята, мы не топим не за уйти в тень, мы топим за технологию блокчейн, за Наоборот, супертехнологию. дайте нам легалайз. Давайте просто ее развивать. Нахрена нам эти Legitimize. банки, которые просто Да. друг друга вас Смотрите, жарят? доллары же легализовались, а теперь за них точно так же совершенно спокойно можно купить и кокаин. Да. Ну, в чем проблема? Причем и Чего те, вы и те боитесь тоже. легализации, И ребят? биткоин. И биткоин, кстати. Но единственный непонятно важный вообще, момент, сколько Вадим, долларов. вот сейчас важный момент. Смотри, доллар в каждой стране мира оценивается в национальной валюте. Да. Мы покупаем доллар за гривну. Да. Мы покупаем доллар там еще за что-то. За евро. Соответственно, у каждой валюты национальной есть своя инфраструктура, микро- макроэкономика там, и прочие показатели, которые влияют на курс. На курс, да. Так или иначе. Соответственно, доллар так или иначе покупается и продается за определенные, да, там... По разным ценам. По разным ценам, да, скажем так, проще упростим. И вот получается биткоин, помимо всего прочего, помимо вот этой децентрализованности и прочих инновационных решений для современного мира, для современных вызовов, помимо всего прочего, биткоин по всему миру равен одному биткоину. Кстати, да. То есть в нашей стране биткоин Подожди, это но один если я биткоин. покупаю биткоин, если я живу в Ботсване, например, Прекрасная страна для жизни. на их валюту я же покупаю биткоин или нет? Нет, прикол в том, что как, куда бы как ты- купить биткоин? Куда ты не едешь, везде ты можешь рассчитаться биткоином. То есть, условно, как сейчас там многие принимают это доллары. доллар тоже. Да, но доллара непонятно сколько. Курс туда-сюда. Везде один биткоин — это один биткоин. Разные единицы мер для доллара получаются. Ну да, по-разному. Разные единицы мер доллара. А у биткоина одна единица. Биткоин равно биткоин. А как добыть биткоин? Добыть биткоин, для этого нужно Купить быть на майнером. бирже или нужно как- быть как он? майнером. Либо купить за свою Или национальную купить. У валюту. меня об этом следующая новость. Гагарин Шоу. Корейский трейдер потерял 523 тысячи американских долларов при попытке купить биткоин. Преступники назначили личную... Это как фильм сейчас, смотри, это прям сценарий, Вадим. Преступники назначили личную встречу для обмена наличных на криптовалюту, Они принесли на криптовалюту? которой забрали у покупателя деньги, пригрозив... Эй, реклама! Не переключайте сейчас. Смотрите во второй серии. В прошлой серии преступники назначили личную встречу для обмена наличных на криптовалюту, на которой забрали у покупателя деньги, пригрозив ножом. Пострадавший был доставлен в больницу. Короче, чувак Так они потерял только пригрозили, как он пришел. $500,000 долларов при попытке купить. Мне бы пригрозили просто фотографии некрасивой женщины, я бы сразу... Представьте, Короче, как обидно. Человек стал на путь принятия криптовалют. Полляма! Взял свои несчастные вот эти, точнее не несчастные, взял свои вот эти фантики. Он уже все, он уже отверг. 123 тысячи долларов. Взял вот эти 523 тысячи долларов и пошуровал, значит, входить в цифровую эпоху. Ты в чем будешь? Я буду Обсудил с женой. Я буду в Обсудил с красном... женой. Она сказала, берем, Берем. берем, берем. В красном кожаном плаще я буду ждать тебя у автомата. А я буду в Гарлеме. А тут Гарли. нож. А Да. тут нож. По ножу. И он такой, типа, отдавай бабки. То есть он наличкой принес? Да. А Наличкой как он хотел полляма? унести эти Что, ни биткоины? разу не Биткоины? возил наличкой полляма? В чем прикол? Ты понимаешь, Нет. что нет, биткоины это... Невозможно, да. То есть он прям в сумках принес, знаешь, принес этих сумки для клетчатых. биткоинов тоже, наверное. Клетчатый. Да-да, с надписью «Рошен». А скоро в аэропортах, а скоро... Ну, такие золоті, там ще надпись такая, год Тоже производства. золото, да. А ты знаешь еще прикол? У тебя, когда есть, например, кошелек с биткоинами, Так. там есть слова. Холодный или горячий? Я про Слова. эту ситуацию сказал бы, легко пришли, Называется- легко ушли. Подождите, интересно, Ну, как пришли? Подожди. Называется сид-фраза. Так вот, их может быть 12, 18, 24 слова. Ну, возьмем 24 слова. Ты эти 24 слова переписал себе куда-то на бумажку. Ты можешь уничтожить кошелек, компьютер, все сжечь, уничтожить. Украли у тебя, неважно. Ты совсем не знал. И у про тебя слова просто вот какие-то. эти слова, В это и определенной есть последовательности. твои биткоины. А что за слова? Это сид-фраза, это как бы Кем придумал? код. Оно генерируется автоматом. А, да? А, но они не Компьютер. связаны по смыслу Генерируют, никак, да? Они не связаны по смыслу, они генерируются системой в случайном порядке. И, соответственно, ты представляешь себе пароль из 24... Но они настоящие слова или просто какие-то Настоящие. бла-бла-бла? Настоящие слова. Настоящие. На английском на каком языке? На английском.
Но Заява. прикол в том, Я что ты устав можешь психолога. взять... На каком, интересно, еще языке могли бы быть сид-фразы, если Англия управляет всем миром? Расскажи мне, Уроки пожалуйста. фарси. На фарси. Передаю привет, моя королева. И ты можешь... Моя королева. Ты ее так называешь? Ничего себе, есть две королевы. Я в предыдущий раз слышал только от Галкина эту А фразу. у меня есть только одна королева. Англии. Красоты. Так вот, можно эти слова разложить по всем разным ячейкам. И это твой пароль. Да, ну, это как бы, да, это твои деньги. Их невозможно украсть, их невозможно проследить. Вообще никто не знает, где А они возможно их хакать? Как знаешь, как они пароли делают? Да, но на это В случайном порядке, да? Чтобы разгадать одну сид-фразу, понадобятся все компьютеры и примерно 100 лет. И три Сколько там слов? 24 слова. А, тогда да. А татуху можно набить? 24 с слова, паролем? которые находятся в абсолютно разных комбинациях. И это не все Невозможно. слова, которые генерируются системой, их больше. Это просто тебе дает 24 слова. А ты можешь взять 48. Может, 48. Может, 48. Это типа еще более И защищенная запомнить история. их. Можешь запомнить. Короче, но- ребят, что с этим чуваком делать Один- корейским? Давайте, во-первых, он Шлите северокорейский. деньги ему. Бедный, Ну что, бедный. давайте успокоим. Если ты смотришь нашу программу, без лоха и жизнь плоха. И никогда не ходи без ножа на такую сделку вообще. Это стих Полляма. уже. Это Своего. 523 косарика просто идет такой. Кому бы отдать деньги, заработанные всей моей семьей за 100 миллионов лет? Давайте так, вот если мы уже новость разбираем, а не просто пи***ца погонять. Южная Корея. Так. А ты думаешь, что он шел именно вот так? Там, блядь, настолько все, сука, оцифровано. Откуда у этого типа 523 очень тысячи, сука, продвинуто. наличкой? Американских долларов. Американских долларов. Он по-любому где-то кого-то упорол. Поэтому я в начале этой новости сказал, легко пришли, легко ушли. У Да него нет. прачечная. У него прачечная по любасу. Это эквивалент. Он занимается Там перекидкой. наличными все. Полюбас. Все. Полюбас. 23 тысячи долларов это эквивалент. Глеб, какой-то откуда в круг. Южной Корее наличные? Американские еще и. Там 35 лет назад... собачьи там, бои? Там 35 лет назад метро оплачивалось эмоцией. Просто вот так вот. Просто, да. Там песни Обещание. BTS можно Они просто обещали обед заплатить. заказать. Я А у за- типа 523 тысячи. Занесу. Не, Чеп, нет, реально, я клянусь тебе, Ким Чен Ыном занесу, знаешь. Да Это нет, северокорейский. он позвонил Другая чувакам, Корея. которые торгуют биткоинами, у них там обменка, понимаешь? Они ему говорят, типа, да, говорит, мы готовы вам продать. А вот я вам сейчас вышлю счет, перекинете деньги на наш счет. А чувак говорит, не, пацаны, у меня наличные. В смысле наличные? Они говорят, О, у нас А у сегодня меня вообще будет есть праздник. теория, Гон что... Чун Хо, принимайте наш. У меня вообще есть теория, что он это все придумал. Бабки Просадил куда-то и кокаин. знаменитый. свалил и говорит, меня ограбили. Да. Там был чувак с ножом. Криптовалютники. Криптовалютники на меня напали. пришел домой, говорит, жена, звони в Денег уже полицию. нет. Да. Есть Она такая говорит, что история. случилось? Не поверишь. Он говорит, я взял те деньги, которые нам остались от твоего The отца. nest egg. Да. И сам себя пырнул ножом. На похороны бабушки, да. Как Мы по голове. разобрались. Это Да, мошенник. let's go. Мошенник по-любому. Ничего ему не шлите. Ничего Да, ему не он на шлите. этом собаку съел. Ни одну. Не, на самом деле много новостей просто придуманы как будто с потолка, потому что вот мы с Вовой первые выпуски, наверное, выпусков 30, просто прикалывались о том, что... Фигевали, это реальная новость или нет? Ну, просто то женщину в Краснодарском крае обманули по телефону на 70 тысяч рублей, потому что она куда-то отправила и не дали Проститутку? крипту. Нет, она типа хотела купить. Потом еще там в Сахалине, потом еще Не, где-то. очень еще много, что-то. очень много, Каких криптовалютой? очень много новостей на рынке криптовалют притянуты за уши. То есть, представьте себе такую ситуацию. Полиция, значит, криптовалютные мошенники снова трахнули экономику страны. И новость, значит. Ребята очень долго занимались обналом, там, поставками наркотиков, там, и выращиванием Оружие, конопли, там, и так да. далее, и тому подобное. После того, как очень долго спецслужбы вели разработку на тему У поимки них этих нашли преступников. криптовалюту. Не-не, значит, во время изъятия было найдено 4 иномарки немецких, значит, документы на 2 дома, в том числе один из них в Детская Испании, присыпка. оружие, там еще что-то, все перечисляется, и в конце такое, и криптовалюта. И какие-то слова. Знаешь, когда преступников принимают, 300 мне нравится... 300 миллионов долларов, Мне золото, нравится, когда человек- золотые коронки, шуба, шапка соболиная, и в конце, и 2 криптовалюта. портсигара Криптовалютные отечественных. мошенники. Помнишь, когда типа ловят этих проституток, преступников, они вот так вот лезут мордой, и есть чувак... Проституток, в ВОПе, кстати, тоже так ловят, в ты ВОПе, знаешь, да? иногда.
откуда я это не знаю. Короче, и есть чувак, Знаешь, который знаешь. купюры раскладывает красиво. То есть не просто пока, а он прям купюры Да. раскладывает. А прикинь, что ловят криптовалютчика какого-то, и как они разложат купюры? Как? Слушайте, а знаете, уже вот эти фильмы разные есть про вот этого чувака, который типа приходит на место событий и по нюху видит, как происходило. Нюхач. Сериал Нюхач, такой да. есть, да. А есть еще такой английский сериал. Там, где он там типа тоже. И представьте себе чувака, фильм новый, это вот продолжение этой трилогии, который приходит и реально на всех местах преступлений и коррупции раскладывает банкноты. И он, раскладывая банкноты, реально понимает, где эти бабки были. Такой раскладывает их вот это для фотографии, понял? Вот это, когда- Я тебе говорю, это Да, прям он чувак видит. раскладывает. Видит. Вадим, 2 сезона продано. И мы видим. Ну хороший же. Прикинь, нет, так ты смеешься, человек как назовем купюрами кино? пишет Оксана с 8 марта. Я тоже так умею, если они чуть-чуть вот такие, знаешь, закрученные. Закройся, как Я мол- знаю, где они были. В бигудях, что ли? Да, конечно. Я талант. Не, это кто-то хотел сказать как можно дальше и говорил туда. Трубочку. Вася! Не, вот так вот, да, помнишь, когда в школе было через трубочку? Да. Свернутая такая. Через доллары гривнами плюют. Я вижу, что с ними делалось. Давай следующий новость. Это лучшее, что могло бы быть вообще. Через доллары гривнами плюются. Спокойнее, чего ты? А я пропустил всю шутку. Что было? Через доллары плюются В школе, гривнами. помнишь, ты брал рябину и гривен плевал через заплевал. трубочку, а сейчас Да, берешь долларовую гривнами. купюру и плюешься гривной. 26 раз. Да, 27. 27. 7 уже. Да, кто знает. Послушал мою шутку, да? Или, как говорят мужчины, всю ночь. Так, Вы наконец-таки поняли, почему 27? не, ты знаешь, а ты знаешь, я рассказал, да, эту шутку? Ну, типа, есть мужская и женская шутка. Мужчины, говорит, снег шел 3 минуты, или, как говорят мужчины, всю ночь. А есть такая Да, же, есть такая. а есть такая же, но женская. Она мне... Есть- Я до сих пор думаю, что это 6 дюймов. Ну, типа, надо американцы, чтобы понимать, что... И есть такая, я стоял в очереди, и передо мной было 20 парней, или, как говорят девушки, 2-3 парня. Джеймс Фион Ты хоть раз встречал, извини, пожалуйста, быстренько, прости, пожалуйста, ты хоть раз встречал стриптизершу в баре, которая бы сказала, да, я здесь работаю уже 3-й год? Нет. Нет. Да, я здесь... Ты с ней Они как всегда не здесь- первая ночь. Первая ночь. Говорит, я работаю Я здесь даже месяц. не знаю Говорит, даже, с мая. где Так сейчас же туалет. август. Ну да, я Просто взяла- в школе каникулы, я вообще географию преподаю. Ты хочешь побывать в... Ладно, все, поехали дальше. Поехали дальше, Хлебчат, давай. Извините, Глеб. Да, приходит домой, говорит, ой, мы сегодня, говорит, сиськами мерились в школе. Говорит, да, только ты учительница. Это говорит Глеб, потому что он в 6-й женской гимназии учился. Давай, Глеб. Адвокат Риппл Джеймс Филан заявил... Он там был трудовиком. Да дайте прочитать, что. Я тебе так скажу, до этого Владимира меня перебивал только один. То есть у меня хотя бы 10% эфирного времени у меня было. Сейчас как бы отняли... Слушай, Глеб, я тебя Извини. слушаю. Гача, Давай. гача. Я из зрителей тебя слушаю. Давай, Глеб. Адвокат Риппл Джеймс Филан, он должен сейчас перебить, потому что это было бы смешно, заявил, что в ближайшее время не стоит У ожидать... нас пауза 15 секунд. И перебил тебя, Его Володя. просто тоже Владимир Не, ну это, зовут. но это происходит? читалось. Столько Владимиров никогда не было вокруг. Ну давай. Да, кстати. Наше шоу на 70% Сзади Владимира. состоит из Владимиров. Гагарин Шоу. Адвокат Риппл, кто бы вы думали, Джеймс Филан заявил, что в ближайшее время не стоит, Может, не стоит? это другая новость, ожидать урегулирования судебного разбирательства между компанией и комиссией по ценным бумагам и биржам США SEC. Филан уверен, что Ripple не будет уступать регулятору. Что у них там за махач? Ripple — это 3-я, 4-я, 5-я по силе криптовалюта. Ну, ее даже многие не называют криптовалютой, потому что это типа такая выдумка. Вот, и их сейчас SEC начинает нагибать.
Они говорят, ребята, идите вы, нагибайте SEC. там кого хотите, но у нас все в порядке. И вот этот чувак говорит, что Нет, там на самом деле... А почему нет больше вот этих копий криптовалюты? Почему их нет? 4, 5, 7, Да? 8, 15 тысяч. Есть, да? Окей. Да, 1000. Мы можем сделать, например, Перельман Коин и Перельман Давайте. Токен. И тебе будет давать донаты на съемку фильма. Да прямо в сейчас крипте. давайте. Это венчурный Вы знаете, кинематограф, как это кстати. делать? Давай сделаем. NFT можно сделать. Не-не, Да не венчурный NFT, кинематограф. просто мы NFT. сделаем. Венчурный кинематограф. Кстати, ребятки, Кстати, NFT. Венчурный у нас кинематограф. где-то есть новость по поводу этого, между прочим. У меня только Сальвадор. У меня который- новости По тоже, поводу- если что. А, да? Да? По поводу кинематографа у нас Нет, у там. меня просто. Ну, так, может быть, Вадим, ты нет, да Может, одну я новость? прочитаю Да, про кино? давай, Да. зачем? Так, сделаем Про кино есть классная новость. Давайте. для донатов. на А где это съемки найти? фильма. Кстати, надо Мы на- потянем? Ну, нам сколько Трейлер. накидали. А, вот есть. посмотрим. У меня Есть про да. кино, ребятки, У меня про есть. кино. А ну-ка. Гагарин Шоу. Вышел трейлер первого психотриллера, снятого за криптовалюту. Не понимаю, как снято. Не понимаю, как снято. Финансировано, наверное, не Режиссер. снятого за... Появились кадры, арты, что не знаю, что это такое, постер и концептуальный трейлер сюрреалистический еще, фильма о грабительницах опять, художницах, braid, коса, по-вашему. Как заявлено По-нашему. По-нашему. в кавычках, первого снятого за криптовалюту. Короче, оплачивали просто за крипту, правильно я понимаю? Ну да. Ну, такое же может быть. Самое прикольное, что вот нет законов, которые запрещают крипту или разрешают. Поэтому, когда ты говоришь, что мы заплатили в Где крипте, в Украине? В Америке есть, которые разрешают. но все равно ты должен налог заплатить. В американских. Ну да. Ну, а что ты хотел сказать про это? Я хотел сказать, что пока государство не понимает, как реагировать глобально на крипту. То есть, если они там 5 лет назад хихикали, там 3 года назад они запрещали, то сейчас они не понимают, что с этим делать, потому что, все клали на их запреты, а потому что проверить или как-то отследить это невозможно. То есть, актер, вот, например, ты спрашиваешь оператора, ты говоришь, ты что тут сидишь? Ты ж бабки тут получаешь? Они говорят, слушай, я когда имел возможность вообще встретиться с Перельманом, я тут бесплатно, я, готов год бесплатно работать, чтобы поснимать Перельмана. Ну, тут же Неправда. никто деньги не Кто-то получает. готов Неправда, неправда. отказаться от гонорара сегодня, пацаны? Короче, подожди. Из-за меня. Вон Серега говорит, все. Не, на самом деле вся фишка, то, что пытается Глеб донести, заключается в том, что он имеет в виду, что если на сегодняшний день кто-нибудь из съемочной группы, например, скажет, что я получаю за съемки биткоины, во многих странах мира нету инструментов, Taxation. позволяющих Налогом. обложить его налогом. Но на сегодняшний день абсолютно все государственные аппараты работают над тем, чтобы эти инструменты имплементировать, и в первую очередь они начнут с операторов рынка. И именно это будет первая легитимизация. Да, это уже происходит. С операторов это уже, рынка? Да, это уже происходит. На сегодняшний день наша биржа в том числе является лицензированным игроком. Просто на сегодняшний день еще непонятно, каким образом это все работать должно, да, там в том числе. Вот. Но мы там, да, там в том числе, получая лицензию и так далее, там оплачиваем сборы. Хотя на самом деле, если мы говорим, да, там про лицензии, например, еврозоны, то они достаточно несущественные. Хотя вот уже в третьей итерации, конечно же, сложные достаточно. В Эстонии, например, да, страна, в которой зарегистрирована наша биржа, уже в рамках третьей итерации осталась только одна криптовалютная биржа. А Кто бы ты думал? изначально туда забежали все на свете, значит, за 3 копейки получили там первые лицензии и так далее. Сейчас все, в каждой компании должен быть физический офис, AML-офицер, очень все жестко. Должна быть процедура QIC для клиентов, которых проверяет AML-офицер там, и так далее. В Америке это все регулируется с помощью Money Transmitter лицензии и BitLicense в Нью-Йорке. В разных странах по-разному это уже, да, там начинает работать. И, соответственно, не ровен час. 3 мушкетера. Операторы рынка будут работать в жестких рамках, и, соответственно, все клиенты в том числе будут вынуждены так или иначе работать в этих рамках. Мне нравится, как Глеб сказал, оператор рынка посмотрел на операторов, которые снимают, и так. Никто не понял эту шутку. Я понял шутку, я понял. мы все Я поняли. понял. Вадим понял. Ребята Я понял, посмеялись. правильно. Правильно, япончик. Читаем дальше. Гагарин Шоу.
Биржа DYDX выпустила токен, раздаст его бесплатно. Это вы к выборам готовятся, я не знаю, что. Да. Распределение цифровых монет состоится в течение последующих 27 дней, и на них уже претендуют 64 тысячи пользователей торговой площадки. Вы как бы не планируете раздавать бесплатно людям токены, которые вы как бы выпустите, и просто... Или это только на корпоративе компании? Не, будет. У нас будет что? Будет такое. Смотри, на самом деле эта вся история заключается в том, чтобы привлечь комьюнити, которая... Выпускается монета какая-то. Для начала есть уже сформированная комьюнити. На самом деле на сегодняшний день в текущую эпоху, назовем так, борьба уже происходит не за товар, борьба происходит за клиента. За людей, да, Потому что раньше, когда-то 20 лет назад, не было товара, и борьба шла за товар. Клиентов много, все хотят купить там что-то, а этого нет. А теперь наоборот. А теперь наоборот. И все компании, даже на сегодняшний день выходящие там на IPO, которые имеют там какую-то капитализацию, которые борются, да, там на каких-то аренах, они жестикулируют количеством активных клиентов. И всех этих клиентов оценивают по-разному. Как подписчиков на YouTube. Как и подписчиков да, на YouTube. Конечно, да. это комьюнити, которое будет монетизироваться. Вся эта история призвана к чему? К тому, чтобы этих клиентов монетизировать. Как монетизируют этих дурачков, которым раздадут монеты? Им раздадут бесплатные монеты. Прям дурачков, ты считаешь? Да. То есть это ничего абсолютно, просто бесплатно дадут этот токен с DYDX и все. Ну смотри, все Что очень с ним просто. делать? Есть комьюнити, 60 тысяч человек, всем выдали монетки. Эта монетка потом, соответственно, начинает там листиться на биржу и начинает котироваться как-то. И теперь представь, у тебя 1000 халявных монет, и тут тебе маркетолог или пиарщик или кто-то еще говорит, смотри, завтра эта монета будет стоить 10 тысяч, а у тебя 1000 уже есть. Ты думаешь, так, если у меня 1000 на халяву, и 1000 я сейчас куплю по 2 копейки, значит, у меня будет 2000 по копейке. Правильно? Правильно. Думаешь, ну нормально, 1000 на халяву, 1000 купил по 2, у меня 2000 по копейке. И так думает половина из этих 60 тысяч, то есть 30 тысяч. Они начинают покупать, и, соответственно, эта монета начинает расти в цене. Пампится. Это так называемый памп. Сволочи. Из этих 30 тысяч оказывается 10 тысяч более жадных, чем остальные 20. И они думают, так, это я купил 1000 получил бесплатно, 1000 по копейке. Если я сейчас куплю еще 5000 по 10 копеек, значит, это в среднем у меня там нормально. Идем дальше. Выше. И цена начинает расти. Потом владельцы этой монеты, ребята, которые выпустили эту монету, где-то наверху всем вот этим долбоебам продают свои монеты, а они с радостью их покупают и становятся богатыми, а дебилы бедными. Так и получается всегда. Ничего нового никто не придумал. В цифровую эпоху дебилы остаются аналоговыми. Предлагаю, чтобы Глеб перестал пародировать Дашу Астафьеву и засыпать в кадре, дать ему прочитать новость. Да ну потому что договорились 2 минуты, тут просто рассказ на 5 минут растянулся. Простите, все, я молчу. Все отлично. Нужно было сказать, что ни хрена никто не получит, все равно вас всех побреют. Ну, мне интересно, это прям... А мне интересно было. На лоха, мне тоже, безумно. Да. Ну, Вадим, там происходит все просто сложнее знаешь это чуть-чуть. все, а мы Нет, не знаем. там сложнее, И чем зрители Вова не рассказал, знают. но в целом так и происходит. обывателю нам это прям обычным языком. Бесплатный А сыр почему они только могут в продавать мышеловках. дорого эти монеты? Потому что они их и делают. Да. Они как бы держатели этого всего. Понятно. Вадим, давай прочитаешь еще новость. Давайте. Ты как гость. Я про Польшу. Гагарин Шоу. Айтишник, работающий в полицейском отделении в Варшаве, организовал в офисе майнинг криптовалют. Разумеется, ему не приходилось оплачивать электроэнергию. То есть они поняли из-за того, что в половине Варшавы выключали свет, понял, они такие, ребят, ну что-то на улице Бждандовского как-то что-то... Никого не могли найти Почему никаких. Пшешка Млечка не выходит из кабинета уже 3-й месяц? Бздышек Ружницкий, который... это знаешь, это такой... Штошки-делошки там. Это польский сериал «Бздышек Ружницкий на майнишке». И знаешь, это как про крота, помнишь чехословацкий мультик? Это был нереальный мультик. Бздышек, который майнит. Я еще одну могу прочитать. Криптовалютна проститут. Гагарин Шоу. Эрмитаж выпустил NFT на произведение из своей коллекции. Эрмитаж? Эрмитаж. Ух ты. Музей. Знаменитый. Эрмитаж. В августе музей представит серию цифровых копий работ таких художников, как Леонардо. Так они уже есть. Блин. Иди на гугле и вот тебе search for image. Нет, там NFT. NFT-платформа, это чуть по-другому. А, другой? Official copy. Цифровых
копий работ таких художников, как Леонардо да Винчи, Винсент Ван Гог, Клод Моне и других. Новые токены будут продаваться в формате аукцион. У меня вопрос. А могу ли я, если мне не хватает бабла, Да, можешь. купить часть картины? Уголок. Как акции. Уголок. Или часть фильма? Если Перельмана. это заложено Первую в минуту. NFT. Ну, чисто или Да, часть да, песни? Да. Если это заложено в есть это алгоритм. акции, Можешь типа. стать кофаундером произведения искусства. Если так продают. Если это заложено Если так продают, да. в NFT. Или сценарий, неважно Да, что. То есть да. какой-то Нефиг конечный делать. продукт Нефиг делать. Джигсаw пазл делают. Нефиг делать вообще. Нефиг Если делать. это заложено в NFT. в NFT-платформе. Все верно, видишь, ты уже разбираешься. Гагарин Шоу. Что, есть еще новости, ребятки? Шуточный токен Dogelon Mars мгновенно подорожал на 50 тысяч % из-за сбоя. Криптовалюта по ошибке оказалась в списке 10 крупнейших по капитализации цифровых монет сервиса CoinMarketCap. По поводу- Я не понял, ошиб- ни а как одного это слова, по что ты только ошибке? что сказал. Шуточный токен. Мы можем вот сейчас создать Перельман токен и... Перельтокен лучше. Я тебе шутка, да? Нет, мы можем его создать, и это Как займет... Goodfellas, помнишь? Да. Да. Смешно тебе? Да-да. А, я просто не Токен, слышал. который анекдоты Ты рассказывает. помнишь эту новость про нож? Это была не Короче, новость. Люди ради прикола создали токен Ну. и, ну, типа помпанули его. Как этот Ну, Илон Маска, этот токен, или как он там? Помпанули, вот мы можем просто придумать токен, назвать его как угодно, добавить к нам на биржу, первую проторговку условно сделать за 0,000000001 доллара. Чтоб купили. Нет, мы сами выставили ордер и купили его. А следующую проторговку мы можем сделать по цене там 5 миллиардов долларов. И рост будет там типа 50 тысяч % и так Но далее. это все фальшиво. Но CoinMarketCap типа оценивает капитализацию. Капитализация — это выпущенные монеты, умноженные на стоимость, равно капитализации. Умноженные на last price. а не На на last, стоимость. да, правильно, на last price, но на цену последней проторговки. И, естественно, она может составлять триллионы долларов, ну, условно. Но при этом в стаканах нет ликвидности. Стаканы — это ордера на продажу, ордера на покупку. Это называется стаканы, а ликвидность — это наполнение, это сумма. Первая ликвидность. сделка, смотрите, у нас выпущено 10 монет. Первая сделка по монете состоялась по цене 1 гривна. Последняя сделка состоялась по цене 10 гривен. Капитализация на 10 выпущенных монет будет считаться из математической формулы 10 умножить на 10. Капитализация нашей монеты будет составлять 100 гривен. Подожди. Ага. А если- Я сейчас 100 объясню. раз больше. Я сейчас объясню. То есть, что я понял из этой штуки? Что Но при у этом наш криптопессимиста стакан наполовину пустой. Красиво. Вот сейчас А у хорошо. криптооптимиста наполовину Хорошая полный. заметка. Ах ты рыбка. Ах ты рыбка. Вот, а еще вот этот сервис оценки, капитализации и так далее, CoinMarketCap, когда-то это был очень прикольный сервис, который действительно там пытался как-то оценивать хорошо, там команда была классная. А потом этот сервис выкупила одна из бирж. И она себе, там есть максимальная Придумывала. оценка 1000, и она себе поставила максимальную оценку 1000. Мы как бы по этому рейтингу почему-то самые... Короче, ребята купили рейтинг, Да, и оценили и себя по этому максимальным рейтингу рейтингом. сделали себя на Ребята первом просто месте. не могли снять охуенный фильм и купили Оскар. Да, вот прикинь. Знаешь, как в Во, анекдоте. Классно, классный пример. Я туда, я просто, да, Не, я- хотел тебе По напомнить. теме. Прикинь. По теме очень Да. круто. И самое время сейчас сделать то, что мы хотели. Потому что мы А музыку не, можно включить? не Музыку. на бирже это сделали, но готовы вручить сейчас под ваши бурные аплодисменты. So, this Oscar for the best guest of Gagarin Show goes плачешь? to... И там 3 разных, и там Нет, не так. Вова, все давай, заново. Ты же должен достать, типа, конвертик. Да что ты Давай, за- давай, давай. Так, отвернись. Мы встанем, сейчас, подожди. Вот Так, он сидит, сиди, нервничает. А я не могу это все Сейчас, подожди, забыть. подожди. Он сидит, нервничает. Подожди, я буду просто вручать, а ты... Не, давай. Давай, Два подожди, мы втроем. Не, я буду выносить. А, Я ты буду будешь выносить? я буду А, выносить. давай, А всё, мы я два, читаю, я читаю. а мы два Подожди. номинанта на Оскар. Все, ты ничего не видел. Гагарин Шоу. Новая номинация. Тихо. Я волнуюсь. And the next nomination is the best guest of the Gagarin Show ever. And in this nomination, we люди got будут 3 думать- finalists. Tonight,
These are Gleb Ush. What the name? Ush. It It's a doesn't Russian matter. name. Isha. No. Ush. It doesn't matter. It doesn't matter. I got it. I don't care. I don't care. I got it. Isha. No. Ushatal. No. It's Just Usher. Just Gleb. Ashikov. Asher Kov, Gleb yes, Asher Kov. Asher Kov, yeah. And It's me. the second nominee is Vladimir Vladidi. It's from Serbia. Vladidi. Vladidi Ostmashtreden. And the third one is No name. Vadim Perelman. not so good. And the last winner in this nomination and the holder of this Oscar tonight is the best actor ever, Vladimir Nosov, who will give this nomination tonight. Please welcome with much Okay. applause, Vladimir Nosov. Okay, I'm waiting for my trophy. Yes, Yeah, I'm and, waiting for my trophy. Give it to me. Give it to me, baby. Let him present Give it. it to me, baby. The winner... нет, подожди, конверт. Подожди. Вот. На, конверт. Вот так Вот вот. тебе Вот так вот. конверт. У нас цыганский Оскар, поэтому... I wonder who will win. So, will you read the name of the Чего ты winner плачешь? of this... Потому что это один Оскар у них в селе, и... Так он же просто презентует Не, это. просто он настолько Оскар умный, что он в прошлом даже- году он был даже мэром не Харькова. номинирован. Давай. Да его зовут Оскар, он не хочет свое имя отдавать. Oscar worthy. Да, Оскар, да, у них сеть. If my friend Oscar likes it, it's Oscar worthy. У него одноклассник тоже Оскар есть. Так он выиграл? Я не понял. Не, он вручает. Че он плачет? Вадим Перельман! The best! It's a bullshit! It's a Ever! bullshit! It's a bullshit! Охрана! Отмена! Эй! Отмена, охрана! Я буду говорить! Vadim, It's not true! It's Vadim, not true! what would you like to Stop say the show! to the Stop the audience? show! What would you like to say Stop to the the audience? show! Stop the show, man! Stop the show! Кому бы вы хотели сказать спасибо? Кому бы вы хотели сказать спасибо всем миллионам телезрителей, которые смотрят на это шоу? Владимир. I'm so happy. You're crying from happiness. Yes, I'm so happy. I'm so happy. Yes, Глеб. It's not fair! Глеб, смотри, кальяны. Иду. Окей. Что бы вы... Что бы, Владимир, smoke my кокаин. Что бы вы хотели сказать миллионам I would like to телезрителей? say, in English or Russian? In Russian. In Russian. In Russian Federation. Рунглиш. Я бы хотел сказать, Он бы хотел сказать, что мой соперник, который вот там курит красную... он джедай. Никак Джеди не, Power Butlers. никак не заслуживал. Никак. Этот- Никак. Никак. Но я буду... Кому бы вы хотели Из сказать попкорна. спасибо? Я хотел бы сказать спасибо Юрию Гагарину за... Тоже. Потому Плюсую. что to the moon. Давай. Плюсую. Так. и маме. И маме. So sweet, so Если sweet. вы смотрите Гагарин шоу, обязательно передайте маме, что вы ее любите, и подсадите ее на нас. Мы действительно хотим от души поблагодарить вас, Вадим, потому что Спасибо. это был самый длинный из интересных и самый интересный из длинных, действительно У нас выпуск будет трехчасовой. Как «Властелин колец». Мы ничего не будем вырезать. От меня лично есть маленькие презенты для всех наших сегодня звездочек в кадре. Та-та-та-та-та-та. Настоящие звезды прямо с аллеи славы. Аплодисменты! О, это как? О, а почему на полке, А да? почему на пол? Владимир! Ей Владимир! запрещено входить в кадр? Да, она в другой Боится, стране. что уведут. Не, она в другой Боится, что увидят, в Она в кадре этой- уведут. Она в этой стране Они под что же ее другим... видели уже в кадре, Володя? Она в этой стране под другим именем, просто по программе защиты свидетелей.
you, Spielberg. Yes! Мы сказали f***ки Спилберг! Подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики, не смотрите нашу передачу на крысу. Ну, целую в сердечко. Всем спасибо! Выпуск окончен! Криптуй отсюда. Криптуй сюда, криптуй отсюда. Криптуй сюда, криптуй отсюда.